Всем привет! Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет. Ай! Всем Ай! А, мы вот вообще пришли с немножко грустными новостями. Это последняя игра наша. В этом сезоне опять, да. Я опять это делаю, извините, пожалуйста, я это делаю снова. Простите, да, да. Это окончательно наша, последняя сессия в этом сезоне. Мы уходим на перерыв. Июль-август нас не будет. В сентябре мы сделаем камбэк. Вот. Что у нас планируется, мы вам не будем рассказывать ни в коем случае. Вы знаете в будущем. Вот, можете гадать, в комментарии пишите, как думаете, что вы хотели увидеть, вообще, во что вы хотите, чтобы мы вообще сыграли. Пишите в комменты, что вы хотите, во что бы мы сыграли. Вот. Обязательно, прям большим списком. Вот, но сегодня мы закончим нашу историю старшей школы Милстон. Это авторская система, придуманная мной, стилизованная мной. Вот, все здесь, да, эта система скоро, наверное, с нашим камбэком она появится и на станции ролевой, скорее всего, потому что я уже ее закончу. Вот работы по системе уже идут, рисуются арты, все делается, прописывается, перерабатываются механики, будут плейтесты. Плейтесты, конечно, будут в нашем Дискорде. Где найти наш Дискорд можно, вы узнаете от одного из ребятишек, которые сегодня тоже будут играть. Мы пройдемся быстро по новостям. Первое, да, у нас начинается отпуск, это последняя игра, правда. Вот, без шуток. Нам нужно отдохнуть. Нам тоже нужно отдохнуть. Мы много чего делали. Практически каждую среду, ребята, мы приходили сюда, рассказывали вам различные истории в разных мирах, вообще, где только можно. Какой это сезон уже проходит? Это первый сезон, который заканчивается в составе Lost Team. Первый сезон. Первый сезон, где нас 11. Это первый сезон, заканчивается, где нас 11. Мы влетели в середине прошлого сезона. Ты имеешь в виду полноценный это сезон? полноценный сезон, да. Это полноценный сезон, где нас 11. Нас 11, нас так много. Вот. Где нас еще больше на самом деле. Да, нас еще больше на самом деле. Вот. Еще раз, да, пока мы не начали, спасибо большое, я хочу сказать художнице Ликсе. Если ты в чатике, я тебя целую, я тебя люблю. Арты, которые нарисованы внизу, это все Ликса, это все она. Вот, поцелуйте ее, обнимите крепко. И вот арты видны у ребят тоже. Вот тут, вот тут. Вот. У них на их рамочках. На Ютубе вышла серия «Властелина колец». Вот. «Властелин колец» будет продолжаться. «Властелин колец» will return. Вот. Обязательно. На Ютубе уже есть серия «Властелин колец», а в понедельник выйдет эта серия. После монтажа, после всех наших косяков, которые потом Сережа вырежет, да, ну там подрезаешь потом. Вот, у нас выйдет серия полноценная. У нас было много дней рождений. Вообще огромное количество, их было очень много. Наша вообще любовь. Вообще стал, я тебя перебью, потому что первым днем рождения, который рачный случился у нас в этом сезоне, был, конечно же, Родя, наш мастер. Мы тебя поздравляем с наступившим днем рождения, ура! Спасибо, я старый. Спасибо. Мы тебя любим! Ты винтажный. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Да, но помимо меня, у нас здесь вообще нашествие раков, между прочим. Еще у нас дни рождения были у Алены и Саши. У нашего Саши. Вот. А где у нас играл Саша? Саша играл в первоапрельской игре, В которая первоапрельской была игре у Андрея. Андрея он играл, да. Вот, у этого Саши. Там их было 3. Если что, тот, которого вы не видели. Да, там их И было 3. Саша всегда за кулисами, множество наших стримов находится и стримит наши игры. Стримит Саша. Но он, возможно, скоро появится. Мы хотим его запихать. Он обязательно появится. Вот. Обязательно.
В принципе, по новостям у нас все, да? И Алены день рождения был, собственно, как ты О, сказал, Господи, я Родя. забыл. Алена, Ты сказал, ты просто про Сашу рассказал поподробнее, а про А. Алену не добавил. Ну, Алена Просто легенда. Поскольку Алена была следом, то есть она завершала наш марафон нашествия раков, и Алена, наша чудесная легенда, которая играла в кавалерии, когда Lost Team подключились к нашей команде, а также она игрок компании по Vampire the Masquerade и Cyberpunk. Все вы Алену очень хорошо знаете, поэтому обязательно пишите нам в комментариях поздравления с наступившими днями рождения нашей тройки раков, представителей нашествия на канал. И вся любовь шлите, пожалуйста, ее сейчас в чат на Твиче и в комментарии на Ютубе. Вот, и, Родя, еще одна новость, о которой мы должны обязательно сказать. Я вот пометила, если Дискорд ты сейчас не видишь, давай я скажу быстренько. Сейчас увижу. Сейчас увидишь? Давай. Сейчас увижу. Говори. Друзья, говорю, мы гордо представляем творческое объединение Naraverse, которое включает в себя множество мастеров, художников, авторов систем, и в том числе наш проект Lost Dice Club. Целый стримерский проект. И Naraverse совсем скоро, в августе, отметит свое 4-летие. И в честь этого радостного события Naraverse объявил джем. Джем, посвященный крыскам, мышкам и всем связанным с нашими пушистыми, хвостатыми ребятами. И это как и символ наш, так и наше, понимаете, чувство, ощущения внутри крысиные. Поэтому мы, как любители всего машинного и крысиного, присоединяемся к этому джему и предлагаем присоединиться к каждому из вас. Вы можете написать какую-то историю, вы можете создать игру, вы можете создать любой материал, связанный с мышатами или крысятами, но для НРИ, или нарисовать что-либо связанное с этим. Все это войдет в большой джем, и есть призовой фонд для участия. Все подробности мы оставим внизу в описании под этим видео, и также ищите подробности в телеграм-канале нашем и Naraverse. Обязательно участвуйте. Мы тоже там будем. Да, теперь пройдемся по нашему стандартному протоколу. Последнему в этом сезоне. Но который скоро вернется. 2 месяца пройдут быстро. Лето уже почти закончилось, камон. Я терпеть не могу лето, я вообще типа счастлив. Вот. Про донаты. Про донаты расскажет нам сегодня Катечка. Куда нам кидать денежки? Друзья, мы призываем вас всех кидать нам денежку на карточку. Все ссылочки для того, чтобы нас поддержать, находятся на Boosty, Patreon, ну и ссылочка находится прямо здесь в трансляции. Для чем нам это надо? Да, вот здесь под мастером и логотипом кампейна старшей школы Милстон и системы находится донатная полоска «Переброс Куба». Я уже в Рокси, если что. Значит, 500 рублей вашего доната дают нам один переброс, и он просто перебрасывает негативный бросок. Но здесь, в этой системе, есть определенные особенности ее. А именно, если мы кидаем 6, ее невозможно перебить другими бросками. А если мы кидаем 1, это bad. Поэтому только 6 невозможно перебросить другими кубами в этом броске. Кроме единицы. единицы. Кроме Нет. единицы. Да, единица, Нет. вот это 6 6. перекидывается единицей, единица перекидывается 6. Только Криты 6. убивают друг друга только 6. Поэтому Вот. у вас есть 6 возможность нам только помочь. единицей, единицу только 6. Поэтому перебросы будут нужны. Вы можете нам помочь просто спасти наши прекрасные задницы от полной беспросветной задницы. Не придумала никакой аналогии лучше этой. Я все, мастер, включи микрофон.
Я здесь шучу под нос. Ой, юморной какой. Сижу, блядь, там на каламбурах. Давай, веселый. Спасибо большое, Катя. Вот. Спасибо большое за монолог про, ну, там, про задницы, да, в том числе про соцсети, ну, конечно, про наши соцсети, про Дискорде, кстати, где будет плейтесты, про все нам расскажет Тёма. Тёмочка, где же нас можно найти? Конечно, под нашим стримом есть ссылочка на топ-линк, где будут перечислены все наши соцсети. Я понимаю ваше желание пообщаться с нами, поговорить, обсудить системы. Для этого есть самый крупный наш портал. Это Discord-сервер Lost Dice Club. Вы можете там спокойно найти любого из нас и обратиться по тем или иным вопросам. И после каждого стрима мы собираемся в Dice Tray, те, кто могут, те, кто осилят. Вот. Собираемся в Dice Tray для того, чтобы обсудить со зрителями прошедшую игру. Вот. Помимо Дискорда, у нас есть Телеграм, где публикуются анонсы стримов, анонсы мероприятий разного рода, которые мы проводим, всякие партнерские вещи. Вот. А на платформах YouTube Shorts и TikTok, а также Instagram и ВК клипах вы можете найти нарезки с наших стримов, которые весьма увлекательны и интересны, помогают освежить воспоминания о прожитых историях. А на нашем Мира, на желтой ссылочке, вы сможете найти чарники наших персонажей, некоторые карты из наших компаний. Ты куда ты пошел? Хай рассказывай, господи боже мой. Ладно, рассказывай. Как можно не рассказать еще и про Мира, раз уж меня так занесло. Ну ладно, я не буду все-таки отбирать хлеб у моих дорогих коллег. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, фолловьте нас, следите и ставьте лайки. Лайки очень сильно помогают нашему продвижению в соцсетях. Вот. Я передаю свое слово. Спасибо большое. Еще у нас в соцсетях очень смешные шорты. Вот, очень смешные, кайфовые шорты. Пожалуйста, заходите, смотрите. Вот такие. Вот такие, да. О, спасибо, продолжайте. Про спизженную, к сожалению, про спизженную желтую ссылочку. Тёма, он уже блядь, Доминго. Вот он со всех... И где-то с ему должен был, поэтому он спиздил у него роль, речь про Мира. А про Мира нам расскажет Дум. Дум, пожалуйста, что ж такое Мира? Мира — это наша прекрасная желтая страница, где вы можете посмотреть все дополнительные сопровождающие материалы к почти каждой кампании, в которой мы играли. По киберпанкам, по кавалерии, по ДНД, по вампирам, да, по всему. Вы можете там найти чарники, арты, карты и даже по Милстоуну. Насколько мне известно, вроде как оно там было. Или будет. Заходите, проверяйте. Будет. Пока что нет, но будет. Теперь нужно дизайнить, но не все. Ну и последнее в будущее. Наташечка. Ну что, уже сказали про важность лайков. Меня тоже чуть-чуть так это... Я, видимо, тоже где-то была чуть-чуть должна. Ну да. И важность лайков, важность комментариев очень сложно переоценить. Поэтому вы, наши любимые зрители на YouTube, вы слышите это от меня не в первый раз. И наверняка знаете уже, что нужно сделать. Есть ли среди вас те, кто сделал то, что нужно сделать до того, как я это сказала? Давайте, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно. Отправляйте этот ролик вашим друзьям, знакомым, коту, бабушке, дедушке, всем тем, кто заинтересован в настольно-ролевых играх, продвигает, да, вон тому коту тоже, все правильно. Всем отправляйте всем. Это безумно помогает нашему продвижению. Сейчас мы уходим в отпуск, и наверняка после отпуска мы принесем какие-то новые форматы. Легкий спойлер, новые сюжеты, новые истории, и наверняка они будут интересны. Ну а теперь давайте узнаем, что нас ждет сегодня в этой истории. Я забыла, кто сегодня менеджерит. Делайте красиво. Кто за пультом? Я за пультом. Делай Не красиво. вы делаете красиво.
Утро довольно спокойное. Даже, наверное, его следует назвать тянущимся. Погода сегодня стоит хорошая. Из автомобильного радио звучат какие-то новости, какие-то повестки сегодняшнего дня. Где-то говорят про политику, где-то обсуждают музыку, где-то просто шутят. Все идет своим чередом. Скорее всего, где-то по пути в школу. Рокси, ты пролистываешь соцсети, смотря, что же изменилось за вечер и за ночь. Эмили стала одним из самых трендовых обсуждений не только в городе, но, кажется, будто бы и во всей сети. Интернет-конспирологи начали гадать, что же происходит вокруг старшей школы Милстон. Откуда пошли эти фото, откуда пошли эти тайны. Причем в течение дня сообщения приходили еще другим ученикам, раскрывая личные тайны, раскрывая скелеты, зарытые в шкафах. Все скрытое стало явно. Прятаться больше некому. Ты пролистываешь эти соцсети, пытаясь убрать эти новости, пытаясь убрать эти рассуждения куда-нибудь подальше. Котики, 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 какой-то серийный убийца смайли, котики, котики, опять какое-то обсуждение, еще что-то. Раз за разом одно и то же. Одно и такое. Да, котики в ленте. В какой-то момент машина паркуется возле школы. Первое, что ты приметишь, Рокси, сегодня не ты приехала на самой красивой машине. Ты видишь, что возле школы припаркован красивый такой кабриолет. Водителя нет. Он стоит там уже давно. Какие-то две девочки, скорее всего, из команды чирлидерш, новенькие. Они фоткаются возле него, типа их. Ногу убрал, хэштег. Да. Что это за тачка? Еще и новости эти. Если меня кто-нибудь слышит, а вы меня слышите, сумка Hermes, теннисные состязания, большого шлема, чемпионат мира по футболу, котики, команда китов, школы Милстон. Я смотрю в зеркало заднего вида на своего водителя. Вперед. Это чтобы он мне ленту подстраивал. Ну и там все остальное. Чтобы я не видела эту Эмили. Это вас беспокоит? Да, это меня беспокоит. Понимаешь, этот аккаунт вскрывал всякие темные скелеты из шкафов, ящиков, подвалов. Ну, в общем, у меня волосы начали лезть на фоне этого. И мой секрет тоже был раскрыт. Твой секрет не был опубликован? Там тебе не писал аккаунт Where is Emily? Нет, я давно научен, что лучше не держать никаких тайн от тех, кто тебе дорог. Рано или поздно они все равно всплывают. Уверен, и к вам это придет. Ой, я думала, ты скажешь, что ты просто в соцсетях не сидишь, не зарегистрирован. И это тоже. Думаю, это умный ход. Правда, для моего имиджа и для того, кем я хочу стать, это, к сожалению, не решение проблемы. А, как бы сказала это Доминго, меньшее из зол. Да. Пойду узнаю, что это за машина стоит. Спасибо. Я напишу, когда за мной надо будет заехать, хорошо?
Да, конечно, мне заехать, взять вам кофе, пончиков. Карамельный фраппе с экстра сиропом и, да, клубничный пончик. Будет сделано. Напишите, когда нужно будет вас забирать. Да, и Спасибо. будьте осторожны. То, что происходит в вашей школе, действительно странно, и, да, говоря о странном. Он кивает куда-то в сторону, и ты видишь, как действительно где-то с другой стороны школы, однако отсюда видно, припаркован бусик. Небольшой такой автобусик с символом. Таким большим. Ньюс. Сбоку. Ау. Это за мной. Шучу. Я надеюсь. И в любом случае вы сегодня выглядите прекрасно. Спасибо большое. Ты, как всегда, душка. Да, начинает вылезать из машины. И вот так вот руку ему вперед, сумку, чтобы он ей кинул. Ее. Да, он берет сумку и протягивает ее тебе. Он не кидает тебе ее, он именно Да. протягивает Она ее тебе. протягивает вперед. Спасибо. Она у нее сегодня такая с лавандового цвета, и вообще она принарядилась в такую одежду, что сегодня вечером она хотела, возможно, потренироваться на льду, позаниматься, и она в таком Мгм. полуспортивном сегодня образе. Она берет. Спасибо. Сочетается с моей спортивной формой. Да, лавандовый вам идет. Хорошая учеба. Спасибо. И лавандовый пончик, ладно? Спасибо. Принято. И ты видишь, как он начинает отъезжать в сторону. Ты видишь, как буквально машина вот проезжает, будто бы вот пересекаясь с этим кабриолетом, который предательски стоит здесь. Я смотрю, что за кабриолет. Он новенький. Стоит явно дорого. Я бы даже, наверное, сказал, слишком дорого. Что за большая шишка? А мои вот черлидерши остались там возле него, еще фоткаются или уже ушли? Они все еще фоткаются, да. Да, они все еще Мгм. фоткаются. Я узнаю их. Да, это новенькие, которые боготворят тебя просто. Ты для них нечто выше. Это джуниоры, они только перешли в старшую школу, поэтому они совсем-совсем еще. Только-только вступили в команду. Подхожу ближе, жду, когда они первые со мной поздороваются. То есть они начинают перешептываться между собой. Да нет, отбегуйте. Привет. Привет, Рокси. Как у тебя дела? Ты сегодня потрясающе выглядишь, лавандовый тебе к лицу. Спасибо. Элис, а тебе розовый. Она там, может быть, в розовой кофточке. Мгм. Да, то было, то и нашла. Завалялась, я думаю, сегодня надену. Я считаю, тебе нужно ее носить чаще. Она незаслуженно лежит в шкафу. Правда? Да, тебе очень идет. Подчеркивает глаза, да? Да, Хорошо выглядит, да? да. На контрасте очень здорово. Спасибо, Рокси. Бет, ты как? Да, все хорошо. Приехал. Стивен приехал. Кто? Стивен Блэквуд. Блэквуд. А это сын? Это директора? сын директора, который учится в Академии Грантейл. Да ладно. Ты видела его пару раз, наверное. Ты видела его... Наверное, ты его видела вообще еще... Вот когда сама была в Junior High School, Мгм. в младшей лиге.
на младших курсах. И даже тогда он привлекал внимание. Но тогда, знаешь, он катался на кейте и был таким чуть-чуть ветреным. А Мгм. сейчас он приехал на этом кабриолете. Шикарное авто. Да, да, мы даже не ожидали. Мы... э, ты не скажешь никому, что это не наше? Нет, что? Конечно, не скажу. Слушайте, главное, чтобы, ну, вот это Эмили не узнала. А я никому не скажу. Ой, ты видишь, как они переглядываются между собой. С Да. этой Эмили вся школа на уши стала. Кто Девочки, это вообще такая? вам приходилось что-нибудь на... Как ее там? На Джессику. От Эмили. На Джессику? Видишь, они переглядываются между собой, но будто бы Мгм. не хотят тебе говорить. Они решают, типа, стоит ли тебе говорить или нет. Одна из них, нет, мы не знаем ничего, не видим, нет. М, Понятно. Может быть, она действительно такая идеальная, что у Эмили просто нет ничего на нее. Правда? Мне кажется, когда у человека нет никаких тайн, это более подозрительно. Вы согласны? Не знаю, смотря какие это тайны. Да, тоже правда. Что ж, я никому не скажу, что вы фоткались у тачки. Можете не беспокоиться. И я смотрю на Бет. Может быть, так и случится, что Стивен пригласит тебя на танцы. Я слышала, у него никого нет. Меня? Нет, нет, Стивен, во-первых, я его боюсь. Во-вторых, он Почему? самовлюбленный нарцисс. В-третьих, у меня просто нет такого платья, чтобы идти с ним. Это не моя лига, Рокси. Это что-нибудь для тебя. Ну, у тебя есть Сэм, так что... Возможно, Джессика? Вот именно. Слушай, если у тебя нет подходящего платья, я могу дать тебе вот то зеленое, которое тебе у меня понравилось, помнишь? А Дживанши? Его? Да, конечно, без проблем. Это же практически из той же самой коллекции, которую носила Джейло. Да, 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 да. Конечно, конечно, да. Рокси, Приезжай видишь. ко мне перед выходными, и я тебе дам его. Мгм. Она смотрит на тебя так немножко пристально. Рокси, поди ко мне проверку, пожалуйста, крутости. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Мгм. Я кидаю, получается, 2, поскольку у меня там 1, да? Да, ты кидаешь один раз, и один раз обязана перебросить. 4. Мгм. Ты можешь перекинуть еще один раз. Или это ты уже дважды перекинула? Это дважды, у меня и 3, и 4 получилось. А, все, 4, хорошо. Все, Мгм. отлично. Можно тебя отвести в сторону? На пару секунд. Да, конечно. Насчет Джессики. Она подходила к нам сегодня, просила тебе ничего не рассказывать. Она успела удалить пост, пожаловалась на него, и, по-моему, его снесли. Но это не точно. Но я видела, что, кажется, там было что-то связанное
Сэма? М. А ты не успела сделать скрин? Я не хочу себе проблем от Джессики, она психованная. Это правда. Спасибо, что сказал. Я беру это за руку, сжимаю чуть-чуть. Ну так, типа, в благодарность. Спасибо, что сказала. Мгм. Я постараюсь с этим что-нибудь придумать. Хорошо. Мы пойдем, а то... Напиши мне, когда подъедешь. Если меня не будет, тебе вынесет кто-нибудь из моих. Хорошо, я тебе напишу, когда подъеду. Я подъеду сегодня или завтра? Или когда лучше подъехать? Когда скажешь, тогда я приеду. Хоть ночью пиши. Вот эти вот, то, что нас пригласили, то, что нас должна была, во всяком случае, пригласить Мия на вот эту вечеринку, которая будет с Грантейлом как-то связана. Она сегодня. Вот, она сегодня. Угу. Сегодня будет вечеринка в Грантейле. Ты идешь? Меня не приглашали, но если ты меня приглашаешь... Я пока не могу, поскольку я сама жду это. Давай я напишу тебе сегодня, как это решится, и тогда ты сможешь взять его на сегодня. Хорошо. Только обещай. Обещаю. Договорились. Тогда жду. Отлично. Заплатим, тогда заеду после тренировки. Да. Насколько я помню, у вас в 3, у нас в 4. Как раз ты... Да, все, я приеду после своей тренировки. Давай. Договорились. Пока-пока. Увидимся. Да, ты видишь, как одни и две убегают куда-то Мгм. в сторону школы. В сторону школы. В это время где-то рядом ты видишь, как в сторону школы также идет Элисон. Вы буквально пересекаетесь. Взглядом Элисон ты также приметишь красивый кабрет, который стоит здесь, которого раньше ты не видела. Вообще никогда. Первая мысль, естественно, не новая ли эта тачка у Рокси, у ее отца. Но, видимо, нет. Замечаю, что Рокси идет не с ее стороны, не с той стороны, откуда должна бы, если это она приехала. Да, я подхожу ближе, да. Мгм. Привет. Я тебя обнимаю. Видала? Привет. Знаешь, что это? Машина? Нет, ладно, прости, я не знаю, чья она. Стивена Блэквуда. Кто это? А вот там, я показываю ей за спиной, бусик новостей. Кажется, сегодня намечается что-то интересное. Я беру тебя за плечо, знаешь, начинаю тебя вести вот так вот, держать тебя за плечи мимо этой машины, например, по направлению уже ко входу в школу. Это сын мистера Блэквуда, нашего директора. Очень-очень, как это сказать, завидный парень. После Сэма, конечно. Он учится в Грантейле. Но зачем-то он приехал. И все девчонки уже посходили с ума. Кстати, ты видела, что про Джессику тоже написали в РЗМЛе? Да? Нет, я старалась не заходить туда. Всякой грязи читать, знаешь. Блин, мне очень надо было получить этот пост. Она смогла его удалить. Как-то хитро пожаловаться, и его успело увидеть не очень много людей. А я бы хотела добыть его. Мгм. Ну, можно поспрашивать, может, есть кто-то, кто успел запомнить?
Может быть. Я думаю, есть такие, которые готовы бы делиться этой информацией за какие-нибудь услуги. А кто вчера больше других искал посты и использовал информацию о них? Больше всего и вообще, в принципе, какой-либо выгоды из этого получал именно сам аккаунт Very Emily. Да, но наверняка были и те, кто спекулировал информацией в своих целях. Абсолютно точно. Ай, тем более, что была такая странная у нас встреча с этой психологиней. Ты же не думаешь, что это она ведет этот аккаунт? С чего бы мне так думать? Да, это была с Сэмом. Мы когда с Доминго ходили с уборщиком разговаривать. Да, мы же разделились. И мистер Рид очень сильно испугался ее. Она какая-то не такая приятная была, как обычно. Вам показалось, что она как-то замешана? Она определенно знала, что случилось. Это Доминго мне сказал. Я-то не поняла этого. Если это так, значит, она, скорее всего, сообщница. Ну, просто в тот момент, когда нам приходили сообщения, она ведь была рядом с нами. И не было похоже, что она могла рассылать сообщения и разговаривать с нами параллельно. Если, конечно, она, не знаю, не очень ловкие руки имеет. Хм. Хорошая мысль, мне кажется. Надо будет рассказать Доминго. А где Сэм? В это время, как раз-таки, в это же самое время. Сэм, как ты добираешься до школы? Очевидно. А, да. Извини. Я извиняюсь. Нет, Ты хотел бы иметь как раз-таки... но извините, пока рано. Пока еще не тот уровень. Вот в НХЛ, когда будет, там тогда можно. Как раз-таки, когда ты проходишь мимо... Подходишь ближе к школе, ты замечаешь глазами бусик с надписью «Новости». Видишь, как из него выходит девушка, одетая в такой красивый костюм. Ее волосы собраны в такой пучок. На груди висит бейджик, позади нее в кепке, в жилетке, в футболке, такие мешковатые штаны. Оператор за ней бежит. В жилетке, как у Пытается Вассермана, поспеть. да? Да, практически, да. Да. Вот и он бежит за ней, она подходит к тебе буквально, знаешь, так обезоружив тебя на долю секунды, она тут же тычет тебе микрофон. Здравствуйте, можете, пожалуйста, представиться, как вас зовут? Это новостной телеканал, мы хотим спросить у вас пару комментариев насчет того, что произошло с Эмили. Сам в этот момент хотел напить из бутыля. Закрывает медленно, смотрит внимательно. Что это вообще за новостной канал? Хочешь так выглянуть из-за плеча оператора и репортерши? Это какой-то местный канал? Как часто ты смотришь телек, Сэм? Ну, на самом деле нет, камон. Он как бы, типа, человек молодой, и в телевизор он не залипает. Может быть, там, когда дедушка, когда он у него бывает, он что-то по телевизору там слышит, что там крякают, и, возможно, видел какие-то новостные порталы. Ну, знаешь, что эти вот эмблемы, может быть, он узнает. Новости есть новости. Это какой-то местный телеканал, явно. То есть это не на уровне даже штата, тем более не на уровне страны, скажем так. Это вот именно какой-то местный телеканал, но все, что узнается в местном, расходится по всему городу. Чем сказать? Стремно все это. Меня Сэм зовут. Никто ничего не знает. Знали ли? Стремные сообщения всем приходят. А так вам скажу, если этот паршивец или паршивка, что-нибудь плохое сделает моим друзьям,
да не поздоровится. Вот и все. Это все, что нужно знать. Что вы собираетесь делать с тем, кто стоит за этими сообщениями и за аккаунтом Where's Emily? Просто ему сказать, что он не прав. Делать очень многим людям неприятно. Это какой-то тролль, поганец, негодяй или негодяйка. Пусть прекращает. Знали ли вы Эмили лично? Может, общались с ней, видели ее? Знаете ли вы что-нибудь про Эмили? Как она себя вела в школе? Какой она была ученицей? Тихой, активной, веселой или спокойной? Это я лично не знал. Я вообще про нее мало что знал. Да и большинство тут мест. А если бы вы знали Эмили, что бы вы ей сказали? Да что я должен говорить? Я ж не знаю, что с ней произошло и что да как. Я хочу каждому из вас сказать, что что бы ни произошло, все будет хорошо, у вас все выйдет. Я вас люблю, всех вас любят. Вы самые крутые. Показывает бицуху. И после чего сам начинает ходить. Все, извините, мне надо бежать. Да, конечно, спасибо. Бред какой-то. Знаешь, он все-таки открывает свой бутыль с водой, 3-литровый, и напивает. Ты видишь, как она подходит к оператору, такая: Тим, нет, не берем, ждем следующего. И они отходят потихонечку в сторону бусика. Ты видишь, как Рокси и Элисон стоят возле кабриолета. О, он так завидит издалека такой. Йоу! Выкрикнет им. Элисон, Рокси, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Пожмет, протянет руку Элисон, чтобы пожать. Рокси, понятное дело, обнимет, поцелует щечку. Ты сегодня выглядишь бодрее, чем вчера. Я чуть-чуть смог выспаться. А ты как, моя королева? Элисон, а ты что? Я лучше всех. Сегодня будет тренировка. Джессика появилась в аккаунте Where's Emily, но успела снести пост. Ты не видел, что там было? Слышал ли Сэм про это? Возможно, когда он был в логове китов. Я думаю, это какая-то, знаете, вот эти вот хаты, как общежитие, но это такая, типа, дом на множество комнат, где как раз-таки вот команда вместе живет. Братва там что-то... вот эти Я понял, как эти вот общества там, типа, капа и всякое такое. Понял. Делай-ка мне бросок прошаренности. Давай. Прошаренность у меня 0, поэтому это 1 до 6. Погнали. Это троечка. Троечка. Единственное, что ты заметил, это шутки. Почему-то в какой-то момент все начали шутить на тему того, что, мол, типа, ты плюс Джессика, там очень много почему-то было шуток в твою сторону про Джессику, то, что Рокси и Джессика будут там себе вырывать волосы и всякое такое. Как в какой-то момент контекст разговоров про Джессику на тусовке, он как-то странно возрос, вот, но один из твоих таких близких друзей среди команды, он так осадил чуть-чуть всех, и поэтому очень быстро это замяли. Но в какой-то момент даже такой, типа, что, what the fuck? Фок. Ирландец. Да, по-любому. Вот, я думаю, да, Сэм это просто так вот со стороны услышал из разряда, и вовремя это осадили перед тем, как он во все это ввязался. Да, что-то братва вчера про это упоминала. Нет, стоп, подожди, верно, не так. Я, кажется, я понял, что они гыгали. Да не знаю, там... Мои эти самые киты, они... Галимые шутки крутили про... Там плюс Джессика, там, Рокси тут волосы будет рвать, ну это какая-то, мужицкая какая-то херня.
Что, прости? Она так отпрянывает от тебя, вытягивая вот так руку, упирая тебе в грудь. Я не знаю. Рыжий наш их просто садил, сказал, что это херня. Видимо, они увидели какой-то этот пост в этом Варис Эмили и начали гыкать. Я ничего не успел, ты знаешь, я мало там сижу. Мои фотографии, блин, нету в моих аккаунтах. В основном благодаря тебе я там хоть как-то их начал водить. Подожди. В Эриземле выкладывают нелицеприятную правду про всех. Что за Сэм плюс Джессика? Ну, может быть, там было написано, что Джессика тайно влюблена в Сэма? Да я ее к себе не подпущу, вы чё? Она меня, как говорится, тросит и бросит. Нет. Я и Рокси Forever, вы чё? Херня какая-то. Да я же говорю, это Варис Эмили, это просто какой-то тролль. Ну, не знаю, про меня она выложила правду. Потому что кто-то слил это, и все. Я Жесть. тут тыкаю тебе в грудь, накачанную твою. Ты на счетчике, Сэм. Но ведь это же не про него, это про нее. Мне нужно знать факты. Когда вы беседуете, Элисон, ты чувствуешь, как тебе в бок врезается кто-то. Ты слышишь: извините, простите, пожалуйста, я засмотрелась. Извините, я не хотела. Я, естественно, смотрю, кто это. Ты оборачиваешься, видишь девочку, у нее на голове почему-то надета вот эта вот шапочка бини. В принципе, в ней ходят все, скорее всего, у нее просто такой стиль. Длинные волосы, очки, лонг-слив черный с логотипом какой-то рок-группы, такие слегка рваные джинсы, за спиной рюкзак. В руках она носит много чего. Какие-то книги, ноут, еще что-то в ушах еще у нее. На ушах у нее наушники, она их тут же быстро снимает, когда, видимо, врезается в тебя. Часть книг у нее падает, но видишь, как она за ноут берется вообще вот прям очень свято, будто бы там все самое святое вообще. Я хочу наклониться и помочь ей с книгами. Да не, извини, это я стояла на дороге. Я знаю, как ее зовут? Прошаренность. Сколько там прошаренность у меня? Сейчас я посмотрю. 2. Угу. Ну, полетели. Это 3. Это 5. И это 6. Именно в таком порядке. Шестерочка. Что ж. Алисан, ты знаешь, кто это? Ее зовут Кэс. Она учится здесь не так давно. Фамилия у нее Картер. Что-то еще я не знаю на шестерку. Она тихоня, она не лезет ни в какие драмы. Она также джуниор. Она совсем недавно, это ее первый год в школе Милстоун. Вот. Тихоня, ты мало что про нее знаешь, в принципе, потому что она вот, ни с кем практически не общается. Если у нее какой-то круг есть, такой, типа, знаешь, тесный, она не пытается отсвечивать как-то, она приходит в школу, учится, уходит, у нее больше, мне кажется, типа, жизни вне школы, нежели именно внутри школы. Вот. Единственное, что все про нее знают, и что она неплохо ладит вообще с компьютерами обычно. То есть даже вот на последнее мероприятие, даже если какие-то проводятся, она... Будь здорова. Она занимается... Она занимается настройкой аппаратуры разной и прочими вещами. Обычно к таким вещам именно начальные курсы не допускают джуниоров, но ее прям пустили. Она прям этим занимается периодически. Знаешь, тот самый ученик, который решает технические проблемы всех учителей.
Я помогаю ей с книгами. Привет, Кэс, извини, мне не стоило стоять на дороге, это моя вина. Не бери в голову. Мгм. Элисон, Сэм и Рокси. Это опасная проверка. Я прошу от вас всех опасную проверку прошаренности. Вот О то. май Вот. гад. Мы не можем отказаться. О май гад. Нет. Прошаренность. Окей, ладно. Да. Как бы гроб, могила, Сэм. Слава богу. Ладно, это нормально, это 5. 5. Мне надо помочь, я не помню, если у меня было 5, 4 и 2, в таком порядке это Засчитывается что? высшее. Засчитывается Выше выше. 5. Засчитывается выше. Да. 5, Всегда засчитывается выше. 5. Элисон помогает Кэс поднять свои вещи. А, Ты замечаешь, Сэм, то, что лежит телефон рядом. Будешь ли ты пытаться как-то помочь в целом? Видишь то, что Элисон и Кэс, они не особо замечают телефон, который также выпал у Кэс. Да что, Сэм, это там, Я хотела бы даже помочь Сэму, прости, быстро вклинюсь, потому что я как раз хотела завести с ней разговор на тему ее компьютера, и если это поможет ее отвлечь, у меня как бы не было такого умысла, но вдруг... Хорошо. Прежде чем ты видишь, как Сэм тянется к телефону, чтобы помочь поднять его, Кэс вообще очень быстро и напуганно забирает его. Прям практически чуть ли не вырывая у тебя из рук Сэм, когда ты вот тянешь ее, она прям вырывает телефон. О, прости. Все помочь. Я не хотел что-то смотреть. Ничего, все нормально, он все равно заблокирован. Просто я не люблю, когда... Это ты. Прости, и извини. Не за что извиняться. Я должен был спросить, имею ли я право. Было бы неприятно тебе, возможно. Все нормально, не переживай. Спасибо тебе, да, большое. И тебе тоже спасибо. Элисон, Да, меня так зовут. Тебе тоже насолила Эмили? Прости, если это не мое дело, мне просто так показалось. Элисон, опасная проверка крутости. Крутости нет! Кому А только нет, не есть один. солила. Есть крутость 1. Это Чисто 1? Рокси отпускает комментарий. Только шестерка теперь нужна. Это 6! Единичка и шестерочка. Научать. Отлично. Ты видишь, как Кэс бросает на тебя взгляд и произносит... Да, довольно сильно. Насолила. Видишь, она сдерживается. Она очень сильно сдерживается. Слушай, я так кашусь на своих спутников. Возможно, я буду не права, но если ты хочешь, ну, скажем, отправить ответную утку тому, кто это сделал, или, быть может, даже не утку. Дело в том, что нам тоже не понравилось, что произошло, но моей технической осознанности недостаточно. Вот, а ты, кажется, что-то в этом понимаешь. В общем, если у тебя есть такая идея, желание, возможность... Ты ведь знаешь, в каком классе я? Если не знаешь, то я называю ей класс как... Знаю, но я не хочу принимать в этом никакого участия, только я не хочу никаких проблем и не хочу портить свою репутацию, и это меня не касается. А если я пообещаю, что никто не узнает о твоем участии? Ой,
Это уже дерзость. И это будет дерзость, тоже опасная проверка. Я могу помочь тем, что Сэм скажет: «Йоу, Кэс, скажет, так тебя зовут? Слушай, я тебя прошу о помощи, меня уже на счетчик поставили. Надо выручать Зай- меня». Рокси стоит вот так с сложными руками, дуется. Я-то знаю, что моя совесть чиста перед моей императрицей, но я прошу помощь. Нужны доказательства. Она бросает на тебя взгляд, Сэм. Она смотрит на тебя с какой-то злостью. В твою сторону, Сэм. Поэтому нет, помощи не получится. Какой-то злостью. Я вас понял. Ладно. Я Да. все еще Она бросаю, бросает да? на тебя взгляд с какой-то, да. А ты, да, кидаешь. Дерзость опасная проверка. Ето 5. И ето 5. Она смотрит на тебя, знаешь, так слегка из, из, из-под лобья, будто бы. В ее взгляде читается «отвалите от меня, пожалуйста». Вот в ее взгляде прям это прочитывается очень сильно, но она вежливо смотрит на тебя. «Я не могу доверять тебе, я не знаю, кто ты. Ты не моя лучшая подруга, и тем более не друг. Я не могу доверять свои проблемы тому, с кем я вообще не общаюсь. Вдруг ты меня подставишь или захочешь еще что-то сделать. Нет, давай не принимай ничего личного на свой счет, но я в это правда не хочу лезть». Если ты передумаешь, ты знаешь, где меня найти. Хорошо, Нам не обязательно быть друзьями для того, чтобы сотрудничать. хорошо. Ну, видишь, она так закатывает глаза чуть-чуть. Спасибо, то что... И извини еще раз, то что... Писалась в себя, и спасибо, то что помогли. Она начинает идти в школу, обходя ее. Не круто вообще. Да, странно это все. А где Доминго? Он бы по-любому знал, почему здесь Блэквуд. Кто это? Кэс, вы сказали. И пост, который меня волнует. Он теперь меня очень сильно волнует. Да теперь, Рокси. Пойдем. И наверняка Доминго бы лучше смог с ней договориться. Да. Я приобнимаю Элисон. Ты молодец. Хорошо держалась. Они тихони такие, знаешь, подозрительные. Ну, в смысле, не подозрительные сами. Они подозревают всех. И думают, что сейчас вот еще немного их репутации конец. Шаткое Да. положение. Кажется, она переживает не лучшее время. Странно, ведь я о ней ничего не слышала. Думаю, она и хочет, чтобы так оставалось. Да. Рокси в этот момент, пока идет, ведет Элисон, тоже держа ее под руку. Она периодически сам поворачивается на тебя и чисто Там делают демонстративно. грустное лицо лабрадора. Просто... Я звоню Доминго. Доминго. Да. Спасай! Доминго, как ты добираешься сегодня в школу? На самом деле, добраться до школы в этот раз мне доставляют некоторые сложности. Ведь весь вечер и всю ночь я зависал в Снаппике и в Блуме. Я хочу сказать, прежде чем мы перейдем к школе, что в один момент я запостил сторис своего имени с упоминанием аккаунта Very Family. И в эту сторис я приложил те документы, что скинул мне Лукас Грей по пожару, насчет пожара, что случился.
с небольшой пометкой к этим документам. Подробности в ЛС. На много я не рассчитывал. Я вовсе не ожидаю, что как будто бы мне напишут. Вот. И, наверное, сейчас я еду на своем скутере. По-моему, Yamaha, если не ошибаюсь, у меня. На мне надет шлем, как следует. За спиной портфель. Вот. И подъезжая, я паркую его на стоянке для Подожди, велосипедов. Да. ты едешь по городу Ага. и проезжаешь мимо дома Беттани Фокс. Видишь то, что возле ее дома... Я вам говорил на прошлой сессии, кто такая Беттани Фокс? Или вы Да. впервые Да. слышите? Беттани Да, Фокс говорил. была моей близкой подругой когда-то. За ней Вазген следил. Мгм, да, да. Ты видишь то, что возле дома Беттани Фокс стоит машина скорой помощи. Я припаркуюсь и пойду проспрашивать соседей или очевидцев, или если там закрыто, я постучусь в дверь. Узнать хочу подробности, что случилось. Ты видишь, когда ты паркуешься рядом, подходишь, ты видишь, как из двери дома открыты. На газоне перед домом стоит явно мать Беттани. У нее сложены руки на груди. Она слегка так дергается, ходит из стороны в сторону, не может найти себе место, с кем-то говорит по телефону. Постоянно. Видишь, как рядом стоит парень. Не парень, а мальчик. Ему лет, наверное, 12-13. Он нервно смотрит то на машину, то на дверь. По большей степени он слушает, о чем говорит мать. И когда ты ставишь скутер, подходишь ближе, ты видишь, как двое врачей скорой, двое сотрудников скорой помощи, они вытаскивают каталку, на которой лежит. Ее глаза закрыты. На ней была ее пижама. И ты видишь то, что пижама... А ты не видишь ее пижаму. Единственное, что ты заметишь, что ее руки перебинтованы. Какой ужас. Но я догадываюсь, что произошло. Заметив это, я передумаю на самом деле подходить к родителям. Я остановлюсь у забора, достану пачку сигарет и закурю, провожая машину скорой помощи. Доминго, я тебя прошу совершить проверку прошаренности. По-моему, у меня 0 прошаренности, если не ошибаюсь. Да, 0. Да. 3. Доминго, ты видишь то, что когда ты наблюдаешь за тем, как выводит Беттани, она замечает тебя взглядом и что-то произносит тебе. У нее шевелятся губы. Она пытается тебе что-то сказать явно. Но тебе тяжело разобрать, что она говорит. Она явно обращается к тебе. На лице у нее была какая-то просьба. И в этот момент ее заводят внутрь. Видишь, как слышишь разговор. Стюи, я поеду с Беттани. С ней все будет хорошо, я тебе обещаю. Папа прибудет через 2 часа. Побудь пока что дома, пожалуйста. Не заходи в ванную. Я потом приеду, уберу сама все. Папа прибудет через 2 часа. Если тебе нужна будет какая-то помощь, обращайся к соседке, хорошо? Я скоро буду. Так, договор, ладно?
Парнишка кивает, видишь, как мать также садится в машину скорой помощи, ну, чтобы... Угу. Доминго. Я хочу, да, когда я понимаю, что она ко мне обращается с просьбой, я сброшу недокуренную сигарету, хочу подбежать к автомобилю скорой помощи, и пока мать туда не залезла, я хочу к ней обратиться. Я смогу? Успею? Давай это будет опасная проверка дерзости. Ну, держит меня, есть единичка. 2. 6. Да ты чё? Ты буквально вылавливаешь момент. Вот единичный момент, когда работники скорой помощи садятся в машину, то есть они тебя не видят, мать беседует с мальчиком, ты быстро движешься в сторону, пока не закрыли полностью дверь, обращаешься к Беттани, она смотрит на тебя, и она произносит очень, очень медленно. В моей комнате, в моей комнате, в моей комнате. Ого! Ничего себе, это все, что я успеваю расслышать? Это все, что ты успеваешь расслышать. А в это время ты видишь, как, видимо, забыв закрыть дверь, подходит снова работник скорой. Парень, отойди. Он так слегка отталкивает тебя. И когда он отталкивает тебя, в этот момент ты слышишь то, что у тебя начинает звонить телефон. Они закрывают дверь, ты отходишь в сторону, и машина скорой отъезжает. Алло. Это Сэм. Йо, Доминго. Я на Сэм. счетчике. На женском счетчике Сэм. нужно выручать. Сэм. Чё, да? Беттани Фокс. Помнишь? Да. Тут забыть. Шо? Никому ни слова, кроме наших. Я видел, как ее увозила скорая помощь. Ее руки были перебинтованы. Сам понимаешь, что случилось. Я немного задержусь. Рокси и Элисон видят, как Сэм застывает. Йоу, быстро ты задержишься. Ты чё, ты где? Я Их у ее такая- дома. Я у нее дома, да, ей сделали небольшие. Чё за мокруха? Подожди, стой, стоямба. Элисон, Жди, стой, Мы едем уже. Ты чё? Хотя, Скоро будем. Ничего не делай, пока мы не будем. да, это хорошая мысль. Твоя помощь мне может пригодиться. Дуй ко мне. Ну, сбрасывай Я телефон. услышала слово «макруха» и услышала, что ты хочешь не учиться сегодня. Это без меня, я пошла. Стоям. Стой. Я тебя держу, все, ты же под руку, я тебя держу, я все еще тебя удерживаю, типа, стоять, стой, подай. Что там он? Императрица, не хочу быть плохим вестником, но, пожалуйста, не отрывайте мне голову. Доминго проезжал, судя по всему, мимо хаты. Я забыл имя. Выкол из головы. Беттани Беттани Фокс. Фокс. Да. Беттани Фокс, ее скоро возили. Руки были прибинтованы. Он там сейчас находится, он что-то хотел там залезть, я не понял вообще темы. Короче, надо туда ехать. Что? Он сказал, чтобы ты приехал. Ну, он хотел там что-то залезть в ее хату, я так и не понял, видимо, какая-то движуха, может, он что-то знает. Он не оговорился. Слушайте, если мы поедем все вместе, это будет очень стрёмно, хотя мне очень хочется поехать. Так, Я думаю, тебе не нужно ехать. Да, Элисон, мне не нужно ехать. Элисон, мы остаемся, а ты езжай. Я тебя прикрою, скажу, что что тебе нужно что тебе нужно было отъехать. Закрывает. Замечательный план, моя императрица. Я тебя набрасываюсь тебе на шею, обнимаю. Будь осторожен. Буду. Тоже будь осторожна. И да, он тебя быстро топнет и быстро темнет и побежит. Я смотрю ему вслед и говорю Элисон, как он бегает. Всё, ладно. Наверное- Отрывок, как этот Шварценеггер из «Бегущего» Да-да-да. бежит. Да.
Незримый наблюдатель мог бы заметить, что Элисон хотела спросить Рокси о том, как она после услышанного, но когда Рокси, как он бежит, слава богу, мысли Рокси заняты Сэмом. Слава богам. Когда Сэм убегает, Элисон и Рокси, вы видите то, что к школе подъезжает еще одна машинка. Она черная, довольно строгая, явно олдскульная такая. Из нее выходит мужчина. Ему примерно лет, в своих 30 с чем-то точно. То что-то между 30 и 40. Одет он в строгий костюм. В руках у него папка. Такой портфель. Рокси, ты, наверное, знакома так как ты крутишься в таком богатом обществе, скажем так. Очень похожие дяди приезжают и к твоему отцу, если у него какие-то проблемы происходят. Ты узнаешь точно то, что это адвокат. Адвокат Блэквуда. И он начинает двигаться в сторону школы. Говорит по телефону. Я это буквально просто вот на ухо Элисон, комментируя, как он идет. Адвокат Блэквуда. Зачем вам нужен адвокат? Помнишь, Сэм сказал, что видел, как Блэквуд шел по коридору вместе с копами? Видимо, он вызвал адвоката. Дело приобретает весьма интересный оборот. Но ведь идти по коридору еще не преступление, разве нет? Уже для этого нужен адвокат? Да, я почем знаю, Эл? Я что, шарю в юриспруденции? Это мой папа шарит. И мама. А я еще пока только учусь. Но больше я, конечно, черлидерствую. Да. В общем, если мы не пойдем в школу, мы не узнаем. Да. Да. Мы идем не учиться, а собирать информацию. Хотя и собирать Конечно, информацию, это тоже учиться. правильно. Молодец, правильно мыслишь. Я тебя снова беру под руку, и мы с тобой двигаемся в сторону школы. Хорошо. Тем временем Доминго, пока бежит Сэм, он бежит быстро, до него уйдет некоторое время, чтобы до тебя добежать. А ты видишь, как отъезжает машина скорой, ты все еще стоишь здесь. Видишь, как паренек, тот самый мальчишка, он просто присаживается на порог дома, на ступени перед домом. Вот, и видишь, пока никого нету, он достает пачку сигарет и закуривает одну. Значит, так, тихонько. Я подсаживаюсь к нему за порог. Тоже достаю сигарету. Тоже закуриваю. Я смотрю на него, ему нужен огонь. Да. Я подношу ему огонь. Угу. Затягиваюсь. Поначалу ничего не говорю. Просто смотрю вдаль уезжающей машине. Видишь, как он затяжку делает, причем довольно опытно. Видно то, что он из тех ребят, которые где-нибудь за школой, за гаражами, скорее всего. Он так бросает взгляд на тебя. Ты вообще кто? Извини, если грубо, ты друг Беттани? Своего рода друг. Моя лучшая подруга, ее лучшая подруга. Да и учимся мы в одной школе, я ее довольно хорошо знаю. Мимо проезжал. Ужасная трагедия. Протягиваю руку. Доминго. Тюи. Он тоже протягивает тебе руку, пожимает ее. Это все очень ужасно. Больно видеть, как близких людей забирают на скорой помощи. Я виню во всем интернет. Это Very Family распространяет все грязные слухи. Она занималась каким-то расследованием в последнее время. Странно вела себя. Да, про эту Эмили
Зачем вообще так делать? Тайны, они ж не просто так придуманы. Чьи-то тайны могут и жизнь разрушить. Да, это правда. Зачем лезть не в свои дела? Даже доверив своему самому близкому другу, в котором ты уверен больше всего, секретную тайну, никогда нельзя быть уверен на 100%, что это не всплывет. А то, что не разрушает жизнь, тут ты чертовски прав. Моя подруга тоже очень сильно от этого пострадала. Говоришь, она вела расследование? Да, какое-то расследование. Это не, в принципе, в последнее время не совсем хорошо, что ли. Хочешь, покажу кое-что? Давай. Тоже вел расследование. Достаю телефон, показываю ему материалы, которые накопал Грей. Смотри. У меня вопрос. Да. У тебя на Сэма стоит аватарка на вызов? Конечно. Тогда ты видишь, когда ты показываешь телефон, первый экран, который показывается у тебя, это прошлые вызовы. Видишь, как паренек замечает, говорит: а, это этот капитан, не капитан, тот, который хоккеист, что ли? Да, да. Ты его знаешь? Да, я его знаю, поэтому мне про него все уши прожужжало. Но он хороший, я слышал. О нем только хорошее. Да, Беттани тоже про него хорошее рассказывала. Насколько я знаю, он очень сильно нравился ей, но бывшая ее лучшая подруга, он тоже понравился ей, и она больше ценила подругу, чем какого-то парня. Ах, это неразделенная любовь. Как я это понимаю. Столь хорошо знакомое мне чувство. Слушай. Мотаю, чтобы скрыть. Даже не мог подумать, что Бета не могла быть влюблена в Сэма. Думаю, об этом лучше никому не знать. Будет нашим маленьким секретом. Только чтобы настоящим секретом, понимаешь? А не как это говорит Сэмори. Он такой усмехается. И надеюсь, у тебя среди друзей Эмили нет? Я не друг Эмили. Я, кстати, даже не знаю, нашла ли она что-то про меня, потому что про меня можно столько всего найти. Кстати, надо контактами обменяться. Я тебя могу познакомить с веселыми ребятами. А касаемо расследования, о котором я говорил, показываем материалы. Как нам по секрету рассказал мистер Рид, уборщик. Судя по всему, эта самая Эмили погибла насильственно. Кто-то убил ее. А улики смаскировал пожаром. Но это наша теория. Ну и дела у вас происходят в Милстоне. Я мать говорила, надо было Беттани отдавать в Грантейл. Грантейл. Я учился раньше в Грантейле. Меня туда вышвырнули за то, что я травку курил. Все там напыщенные Из Грантейла? интики. Но это было в наших классах. Вот. Тебя что, реально больше удивило то, что я учился в Грантейле, или то, что травку курил? Я вижу, ты человек... Без обид, парень, ты просто вообще не похож на того, кто будет учиться в Грантейле. Да мои предки богатенькие. Психотерапевты, эти психоаналитики. Я поэтому не люблю всяких психологов и мозгоправов. Я сам из Риверсайда. Риверсайдские орлы, кстати. Ты не играешь за них? Не, спорт не мое. За Риверсайде у меня есть знакомый, который тебе может понравиться. Не слышал о Вазгене? Базген, который в кафетерии не только уже ученикам, но даже уже и поварихам торчит. Но еще и мне тоже торчит. Когда тебе должны, это отличный рычаг давления. Возьми себе на ус. Ты видишь, как он оборачивается, как он бросает взгляд в сторону места, где только что была машина скорой помощи. Он говорит: да, это точно. Слушай, могу я попросить тебя вот небольшое услуги?
Знаешь, я, наверное, замечаю, как мчит Сэм примерно. У меня очень Ну, ты сильно же пересохло. Да. У меня очень пересохло в горле, я бы хотел немного попить воды. Можно у вас водички попить? Э, и- Да, заходи, я наберу пока что. Что? Ты видишь, он смотрит в сторону, видит, как бежит огромный... Ну, Сэма тяжело не заметить. Он высокий, широкий. Видишь, как он смотрит, как бежит широкая фигура Сэма. Я замечаю, как Сэм подбегает, он, наверное, уже двери приоткрыл, и я в проеме стою. Увидев Сэма, я чуть выхожу на крыльцо, пожимаю ему руку. Я говорю: Сэм, здорово, спасибо, что быстро приехал. Знакомься, это Стью. Флэшбэк 15 минутами ранее. Сам, когда только начал убегать от Элисона, от Рокси, такой... красный свет пришел на переходе. Правило ПТД. Блять, может, быстрее. Знаешь, разворачивается, видит, как Элисон и Рокси идет, и он такой... Как же красиво Рокси идет. О, зеленый. И побежал. Они фанатели друг от друга. Э, э, Да, ты, Сэм, ты видишь паренька такого ниже даже, чем Доминго. Он такой худенький. Взгляд у него уставший сейчас. Такой он немножечко даже стеклянный будто бы. Понятно почему. У него такие растрепанные волосы, футболка растянутая, штаны домашние, от него воняет сигаретами, так же, как и от Доминго. Доминго причался, как мог. Что здесь произошло? Давай зайдем в дом, чтобы на улице не толпиться. Я очень хочу водички попить. Ты ведь не возражаешь, если еще речь наша тоже водички со мной вахнет? Смотрю на это, на малыша. Ну, он бежал сколько, и, наверное, он тоже пить хочет. Да. Зайдем в дом. Ужасная трагедия произошла. Я Пожимаю руку, протягиваю руку малому. Сэм, приятно познакомиться. Ух, как крепко за руку схватился, не оторви меня. Сейчас ты мне оторвешь. Знаешь, как он... Ты ему сжимаешь руку даже. Твоя хватка, он так немножко прогибается под ней. Когда ты говоришь, Доминго, он оборачивается на тебя. С ней все нормально будет, это уже не первый раз. И он заводит внутрь вас. не буду расспрашивать подробности, но мне очень грустно это слышать. Но не будем заморачиваться, зацикливаться на грустных событиях. Где тут у вас кухня? Покажешь дорогу? Ты видишь, как он смотрит в сторону кухни. Я сам схожу, налью воды. Вы пока что побудьте здесь. Хорошо. Когда он отходит, я шепчу Сэму на ухо. Я не знаю что, но, похоже, в ее комнате есть ответы на вопросы, которые мы ищем. Перед тем, как ее увезли в больницу, она сказала мне, что в ее комнате что-то есть, но больше не успела. Мне нужно, чтобы ты добрался до ее комнаты, нашел там, что спрятано, и вернулся обратно. А я пока отвлеку малого. Он позвал Сэма, чтобы использовать его. Бля. У нас мало времени, Сэм, торопись. Мало времени. Судьба всей школы стоит на кону. Доминго, ты будешь как и братья, так называемая жена Наполеона. Ну ты не того выбрал для этой работы. Давай Сэм. регулировку сделаем. И наоборот. Иди, у тебя берется шкирняк и буквально так вот посылает на лестницу наверх, а сам идет к малому. Ой, все вошло не по плану. Ну ладно, Ну что, хорошо. малой Анжумания? Ты думал, ты его используешь, не это он тебя использует. В любом случае, Переиграли, работа для твоих. получается, Доминго. Хорошо. Раз пока спотлайт на моей стороне, я сделаю заявку. Я быстро адаптируюсь на новую ситуацию и пытаюсь максимально быстро, во-первых, найти комнату Беттани, Фокс, а во-вторых, найти то, о чем она намекала мне. То есть некие вещи, которые могут привлечь внимание. Дневник, записи, ноутбук, телефон, все что угодно, что может привлечь моего внимания.
И буду надеяться, что Сэм сможет парня нормально отвлечь. Вот такой вот заявка. Спасибо, что у нас появились Мгм. перебросы, кстати, гайс. Это сейчас очень важно, Ну, спасибо по-моему. большое. Это сейчас, это критика. Это критика вообще. Что ж. Доминго. Ты начинаешь тихо подниматься на второй этаж. Сэм же в это время отходит к мальчику. Доминго, я тебя прошу совершить проверку. Сейчас скажу чего конкретно. Это будет проверка дерзости. Может быть, крутость. Нет. Потому что ты сейчас так влипаешь в проблемы жестко. Это Три. опасная проверка. 3. Один переброс, наверное, дерзость есть. Мгм. 4. 4. Так, ну это выше среднего. Будешь ли ты тратить переброс? Я возьму только один. Я возьму только один останусь Хорошо. с Сэмом, потому что у него тоже будет скована проверка, я так понимаю. Хорошо. 2. Ну, то есть 4 максимально у меня получается. 4. 4. Да. Мгм. да. Ты поднимаешься наверх. Двигаешься тихо, но в то же время довольно быстро. Однако в какой-то момент ты замечаешь открытую дверь в ванной. Я картину описывать не буду. И так все понятно. Убраться там еще не успели, ты останавливаешься и, вот, знаешь, как будто бы замираешь. Ты понимал, что там было, но не видел, где. И ты сейчас представляешь вот Беттани вот во всем этом, что происходит тут, и ты оступаешься и чувствуешь, как начинает скрипеть под тобой деревянная половица. В это время, Сэм, ты подходишь к пареньку, он наливает воду, заметишь то, что в кухонной раковине лежат бумажные полотенца, испачканные чем-то красным. Он ходит, берет стакан, наливает воду. Один стакан, второй, оборачивается, чтобы ставить графин, и замечает тебя, и такой: что ты, где? Он так смотрит за тебя. Он-то Борнес сбежал. Он же берет стакан, один, наш, второй. Быстро выпивает. Первый, второй. Может еще, пожалуйста? Мне нужно очень много воды, очень много питья. В уборную на первом этаже, надеюсь? Я думаю, логично. Ну, ближайшую дверь зашел, которая у нас там была в коридоре. А ты это? Че, спортом занимаешься с кем-нибудь? Че у вас там сейчас? А у него есть какая-то, не знаю, игровая консоль в этом зале? Типа, что-нибудь такое? Давай проверку прошаренности. Тяжело, тяжело. Ладно, один кубик. Это троечка. Троечка. Он не находит игру консоль. Он не знает, как они выглядят. Ты смотришь по сторонам, и ты начинаешь жалеть, то, что ты сейчас не на месте Доминго на самом деле, потому что прикрывать гораздо тяжелее, чем что-то делать. Ты по сторонам смотришь, пытаешься найти хоть что-то, слышишь скрип. Видимо, Доминго наверху. Тебе нужно что-то очень быстро придумать, ты не находишь консоль. Пацан, слышал когда-нибудь про змеи и лестницы? Короче, мой учитель по истории рассказывал мне философию, что все мы змеи. И все мы ползем по лестнице наверх. И мы должны быть все ловкими и крутыми. Слышал это такое? Где ты слышал? Не знаю, по-моему. Знакомое что-то. Ну так вот, короче, мы все ползем наверх. Каждый вокруг друг друга, обвиваемся, но продолжаем ползти. От дощечки к дощечке. Идем все выше и выше. А что должно быть-то в конце, я не понял. У меня, экзамен завтра.
А что должно быть в конце этого пути? Да вроде парень умный. Важно, типа, наоборот, когда вы не тренируетесь, все сходит в мозги. И я не знаю, что... и дупло? Он смотрит на тебя и... Давай налью тебе лучше воды. И он оборачивается назад, начинает разливать по стаканам воду. Да, может, сразу на самом деле еще 3 стакана сверху. Побольше. Ты видишь, он ставит графин, начинает набирать воду тебе просто из крана раковины, понимая то, что графин вообще смысла набирать нету. Ты не против, если из-под крана? Ничего, нормально. Мой организм это рейнджеры. Знаешь, что такие? Они, короче, крутые. Они, блин, всех там разнесут. Мой иммунитет, вернее. Во. Все бактерии, всю падаль, которая в меня попадет. Видишь, как парнишка отвлекается, тебе удается отвлечь его. Доминго. Ты продолжаешь двигаться дальше. Ты проходишь чуть-чуть дальше, слышишь то, что, кажется, Сэм внизу, у него все его извилины китовья просто сейчас напряжены, там происходит вообще там кипение целое. А ты продолжаешь двигаться дальше и видишь открытую комнату. Там, во-первых, в коридоре ты увидишь такой небольшой стеклянный шкаф. Там множество наград. Это все награды беты. По большей части это награды за достижения в журналистике, литературе, какие-то какие-то грамоты, какие-то кубки. Там за первое место на конкурсе поэтов. Там вот всякое такое. Она очень творческий человек. Ты знаешь ее, то, что она главный редактор газеты Мильсон Вайс. Вот. Ты заходишь в комнату. Во-первых, у нее висит, знаешь, как у всех таких вот в таком возрасте ребят, на двери табличка «Не беспокоить». Сейчас она висит именно предупреждением лицом к тебе. Ты заходишь внутрь, в кровать, видишь на кровати разбросаны какие-то распечатки, какие-то журналы, какой-то дневник, что-то еще. Здесь такой творческий хаос, видно, ты понимаешь, что это не явно что-то пыталась узнать. Здесь явно очень много источников информации в этой комнате. Я понимаю, насколько мало у меня времени, поэтому я сфоткаю, вместо того, чтобы смотреть документы, я сфоткаю то, что здесь разбросано, постараюсь в лучшем качестве и побыстрее. Но дневник я заберу с собой, положу во внутренний карман своего кардигана и как можно быстрее спущусь на первый этаж. Я позволю себе несколько метагейм, но это даже не столько метагейм, сколько надежда на то, что Сэм выбрал правильную стратегию, и Доминго зайдет в туалет. Вот. Я не думаю, что это метагейм, потому что я сам об этом же думал, что Хорошо. Сэм будет к этому апеллировать. Поэтому после того, как он заберет дневник, Доминго зайдет в туалет на первом этаже. Доминго, но перед этим ты думаешь, что все так просто закончится? Нет. Ты начинаешь, как только забираешь дневник, начинаешь его прятать, ты слышишь позади себя. Ты оборачиваешься медленно, видишь черный кот. Смотрит на себя, его хвост распушен. Знаешь, он так недоверчиво на тебя смотрит. Ой, ня-ня-ня-ня. Я издаю звук. Кс-кс-кс-кс-кс. Аккуратно, медленно подхожу к нему, надеясь на мои навыки общения с котами. Я хочу аккуратно, нежно погладить его по голове и почесать за ушком. Показать, что я не враг, что я добряк. Но здесь Ошибка, да? мне нужно, чтобы ты бросил крутость. О, Ты ну, тянешь хорошо. руку, ты тянешь руку, слышишь, «О-ня-ня-ня-ня». 4. Он недоверчиво так. Говорит, с твоей стороны. Нет, это хорошо 3. получается почему-то. Спасибо. Мгм. И последний. 4. Ну, 4.
не буду перебрасывать. Мгм. Ты тянешь к нему руку, он так пригибается слегка, отходит чуть-чуть назад, понимаешь, что он сейчас убежит. Он пока что он не кидается на тебя. Его пугает то, как ты подходишь резко. Ты медленно тянешь руку, пытаешься почесать, погладить его, но он так отходит назад чуть-чуть. Если он от меня пятится, я тоже от него пячусь. Может быть, брошу последний раз взгляд на комнату. Может быть, я что-то упустил. Он же в двери стоит, я так понимаю, не на окне? Он прям он в дверном проеме, он не дает тебе выйти. Выйти мне не дают. Ладно, я отойду от него, я от него отойду, дам ему Ага. секунд 20 секунд. И эти 20 секунд потрачу на то, чтобы снова осмотреть комнату. Может быть, я что-то упустил. Сэм. Думаешь, я тоже с тобой закончил? Нет. Ты... Сколько раз ты ему просил налить воды тебе? Ты уже пить не можешь, ты как мог отвлекал просто паренька. Он смотрит на тебя. Надеюсь, все. Он просто вкушил уже в какой-то момент, взял действительно, стоит, просто пьет его. И пока он пьет, хочу быстро, сука, глазами найти хоть какую-то херню, за которую можно зацепиться. Блин, может, какие-то там семейные фотографии, может, там, блин, батя старый играл за, как его, там, какой-то спорт гонял, не знаю, что угодно. Что визуально можно найти тут? Просто глазками быстренько. Давай. Давай проверку. О, нет, слушай, знаешь на самом деле что? Что? Я знаю. Давай. Сэм, знаешь, что такое? Пьет и такой. Йоу, хочешь покажу, как драться? Ну что ты мог взять, просто пописать, типа, щупнуть двоечку какого-то урода. У него только что, ну, как бы у него сестру увезли на скорой. Он смотрит на тебя так. Ну, покажи, конечно. Ладно, если... Идем в двор, давай. Тут слишком мало места, я, блин, боюсь, тут разобью. Вижу, там это частный дом, типа, тут есть какой-то, типа, как задний дворик, там, условно. Давай ты мне совершишь все-таки проверку крутости. То есть, не дерзости, к сожалению, да. Крутости. Нет, не дерзости. Ты оказываешь влияние. Ну, давай. Это 5. Видишь, он смотрит на тебя так. Ну, давай только недолго, ладно. Видишь, он устало потирает лицо. Так, немного. Он уже начинает жалеть о том, что отпустил вас в дом, в принципе. Все нормально. В двор. И на самом деле Сэм ему без какой-либо херни начнет объяснять, как нужно нормально самообороняться. Что, типа... Так как у тебя 5, в какой-то момент он, правда, начнет, так, знаешь, как бы будто бы даже с интересом вникать в то, что происходит, но периодически ты видишь, что он бросает все равно взгляд в сторону дома. Ну, он скажет, смотри, короче, какая тема. Я не буду тебя учить, там, типа, драться, петлиться. На самом деле, это самое последнее, что ты должен уметь делать. Всего есть 3 этапа обороны. Первый, ну, можно сказать так, ментально, вернее, не так, есть 3 уровня угрозы. Третий, это самый поганый, когда тебе, твоему здоровью, твоим близким угрожают. Тогда пофиг, ты должен защищаться, рвать, но без мокрухи. Второй этап. Это когда, ну, знаешь, на тебя пытаются как-то именно спровоцировать. Ты должен просто сказать человеку строго, без физического контакта. Просто дать ему понять, типа, нет, отойди. Буду защищаться. Типа, не подходи ко мне. Никогда не бей первым. Потому что ты из жертвы превратишься в агрессора. И это будет использовать против тебя. Но первый
А если ко мне подойдет смайлик? Смайлик? Это Да, типа смайлик. это типа как сексенал, что-то новенькое, я просто в этом не разбираюсь. Он опуская взгляд, смотрит на тебя. Это серийные убийцы в городе. Смайлик, сексенал, ни хрена не понимаю, нормально же язык говорили, не разбираюсь. Ну, фу, ну смотри, если к тебе просто человек как бы подошел, и он тебе, ну, ничего как бы, ну, не угрожает. Ну, ты чувствуешь у него какой-то дискомфорт. Просто вот как вот первая линия обороны, просто ему скажи, что типа, там, человек, не подходите ко мне. Если он начинает к тебе подходить, просто ему выставляешь руку вперед, говорит, типа, нет, не подходить, чтобы ему больше оказать давление. Но если он достал нож, не, ну тут как бы я ж не каратист, тут лучше убегать на самом деле. Это правда. Запомни, ультимативная страта в самообороне — это убегать. То есть сперва я говорю ему, нет, стой, не подходи, а потом убегаю, правильно? Ну смотри, ты громко ему говоришь, не подходи. Потому что вокруг же, если находятся люди, они тоже это увидят. Ему сразу станет некомфортно, потому что эти чуваки, они тебя давят морально. Они пользуются тем, что мы боимся, для окружающих показать, что мы, ну, показаться неловкими, чтобы шуметь, понимаешь? Поэтому люди от этого и страдают. Если ты боишься за свою жизнь, никогда не бойся об этом выкрикнуть, сказать. Подумай, что там может быть неловко. Да, можешь опознаться. Но в таком случае ты спасешь себя или кого-то другого. В случае чего всегда можно извиниться. В этом нет никаких проблем. Вот мой рыжий, его батя ирландец, он всегда извиняется. Очень часто, правда, но такова жизнь. Я не знаю, у ирландцев их проблема с этим какая. So sorry. Хорошо, пока ты беседуешь с пареньком, отвлекаешь его. Бить. Опа. Вот так вот. Да. Ты понимаешь, он такой бить, да. Он со временем начинает интерес терять. В это время укротитель диких львов, Доминго. Ты пятишься назад. Кот отходит от тебя. Что ты будешь делать? Знаешь, эти 20 секунд, что я выиграл, они были неспроста. Моя логика простая. У них есть домашнее животное. И если дома есть кот, значит, есть игрушки у этого кота. Я смотрю, есть ли здесь какой-нибудь шарик, мышка в этой комнате. Есть мячик. Мячик. Я беру этот мячик, Мгм. я вижу кота, добрыми глазами показываю ему мячик, чтобы он увидел, а потом кидаю его с лестницы, так, чтобы он полетел из двери и полетел вниз по лестнице. Мгм. Ты кидаешь мячик. Зрачки кота тут же расширяются очень широко. Тебе не нужна будет проверка, потому что ты очень умно поступил. Ты кидаешь мячик, кот тут же убегает за этим мячиком, и ты можешь спокойно выйти. Я выхожу, спускаюсь вниз. Замечаю, что ребят нет, я, может быть, увижу их в окно на заднем дворе. Ты в окно видишь, как они, да, как там они... Я захожу в туалет, спускаю воду, включаю воду в раковине и мою руки, после чего уже выхожу. Хорошо? Но потом ты такой, ща! О, Ламинго! Здорово, я мало обучаю самообороне. Простите, что что задержался. В глазах Стю и Доминго ты читаешь «Спасите». Простите, что задержался, друзья. После того, как покурю, живот прихватывает, извините. Стиви, водичка еще осталась? Или этот водохлеб все выхлебал уже? Из крана только. Я налить могу, если нужно. Да, и горло пересохло. Буду благодарен. Хорошо, сейчас вынесу. Видите, как Стю обратно заходит. Я хочу подойти к Сэму, показать ему большой палец, а ногу сказать. На обратном пути нужно зайти в цветочный магазин, купить цветы и навести девочку в больничке. Кстати, я потом у Стью узнаю, в какую больницу ее повезли. Хорошо. На этом все. Ты это сделаешь или мне? Ты знаешь, я не хочу еще на второй Я счетчик куплю. попадать, блин. Я куплю цветы, не парься. Правильно. Тут правильно подумать, понимаешь? Кстати, куплю-ка императрице тоже, если ты, блин, денег нет, долганешь.
Конечно, без проблем. Купим 2 букета. Ты лучше вообще. На тебя по плечу хлопает. Тем временем Элисон и Рокси. Вы заходите внутрь школы, и атмосфера очень странная. Все в каком-то вот странном напряжении. Никто не разговаривает друг с другом. Разве что маленькими группками перешептываются между собой. Будто бы доверять кому-то другому в школе стало каким-то в целую очередь рискованным делом. Ты понимаешь точно то, что сообщения получили еще несколько учеников. Если не все ученики Милстоуна. Каждый получил свое. Вы только начинаете расходиться в свои аудитории. В этот самый момент вы обе видите его. Он идет по коридору. У него аккуратная стрижка, он шатен. Он явно занимается спортом, но не так, как Сэм. Он подтянут. У него вот именно статный вид. Сейчас он одет в что-то вот в эстетике old money. Такая льняная рубашка, такие штаны, чуть-чуть зауженные внизу, чуть-чуть короткие. На руках у него часы, на глазах солнцезащитные очки, авиаторы. На шее какой-то платок декоративный. Он идет по коридору, все девочки обращают на него внимание. Он проходит мимо вас, бросает взгляд на тебя, Рокси. Он останавливается перед вами. Знаешь, так с каким-то интересом даже. Он смотрит на тебя, смотрит на Элисон. И я могу пройти? Конечно. Он так опускает очки. Извините, не представился. Стивен. Я Рокси Беннет. А это моя подруга Элисон. Здравствуй, Элисон. Насколько я знаю, ты новенькая. А ты у нас из черлидерш, верно? Да, я капитан команды черлидеров. Кстати, удивлен то, что ты поступила не к нам, Элисон. Ты бы очень хорошо смотрелась среди грантейловских. Мастер, я хочу узнать о нем информацию через прошаренность благодаря аспекту новенького. Можно? Хитрюга. Как она воспользовалась вовремя. Смотри, тебе при попытке узнать информацию, тебе нужно пытаться узнать о нем что-то каким-либо образом. Тогда ты получаешь дополнительный переброс. Это Хорошо. Твоего. Угу. Ну, я возьму его на карандаш. Хорошо, я запомню. Что... Слыхала? Удивительно, вы много знаете... Ты много знаешь о нас. Не участись. Некоторые светятся в соцсетях. Дела некоторых учеников я вижу на столе у отца, так что... Плюс у меня хорошая память.
А что, удивил? Скорее то, как ты легко обращаешься с этой информацией. Вроде как личные дела учащихся должны быть недоступны третьим лицам. Мгм. Это, У знаешь, вас не хочу называть вещи своими именами. недоступное у вас в Милстоуне сейчас не в тренде. Мы же говорим о личных делах, а не о социальных сетях, верно? Я лишь только предположил, где вы. Я же не говорю ничего лишнего. Мастер, а можно вопрос? Вот пока они разговаривают, я рассматриваю его. И я думаю о том, что когда он учился в школе, вообще он учился ли в Милстоун в целом? Или он всегда учился в Грандейле? И учился ли он в то время, когда училась Эмили? Может быть, они вообще одного возраста? Или на прошаренность? Я уверена, что у меня там 0. Сейчас перепроверю. Естественно. 4. Он учился в Милстоуне. Угу. Но я Всё. не помню по возрасту. Мгм. Я тогда отпущу чисто комментарии. А ты учился в Милстоуне? Что побудило тебя перейти в Грандейл? Захотел. Хм. Тебя Ясно. побуждает Это- оставаться здесь, а не переводиться в Грантейл. Хм. Мне уж больно сильно нравится наша команда. А так, Мгм. о престижности школы не переживаю. Я думаю, что когда буду поступать в универ, вот это будет важнее. И, Стивен, я хотела бы заметить, что ты находишься сейчас в учебное время в стенах Милстоуна. Ты возвращаешься к нам? Нет. А что так? У меня сегодня уроки, по которым я успеваю. Вдобавок отцу нужна была помощь. Я здесь по личным делам. Это все-таки школа моего отца. Я приехал к отцу. Наверное, тяжело, когда личные дела смешиваются с рабочим процессом твоего отца. Ничего сложного. Не сложнее, чем начинать жизнь с чистого листа не там, где тебе суждено. Ты сейчас о себе? А ты права. У нас много общего. Слушай, Стивен, вопрос. Нас Мия пригласила на одну вечеринку. Ты там будешь? Я вот, может быть, назову, которая, да, вот она там давала какой-то комментарий по поводу того, какая конкретно. Он бросает взгляд на тебя, бросает взгляд на Элисон. Только если Элисон пойдет. Элис. Элисон пойдет. Я так... Я тебя уверяю. Элисон, ты видишь, как он смотрит в твою сторону, опускает очки, снимает их. Полностью ты видишь его глаза, в них читается интерес. Он смотрит на тебя. В соцсетях меня найдешь, скинешь адрес, я за тобой заеду. Ты не против?
Кажется, моя подруга за меня уже решила. Не буду выставлять ее в ненужном свете. Позволяешь всем решать за себя определенные вещи. Поэтому ты Дружба здесь, а такая. не... Ты видишь Рокси, он просто выставляет перед тобой ладонь, якобы я говорю не с тобой. Когда ты начинаешь говорить, он просто выставляет ладонь перед тобой и пристально смотрит на Элиса. Во-первых, я бы попросила с моими друзьями так себя не вести. А отвечая на твой вопрос, нет, не всем. Я на это надеюсь. Он так с улыбкой смотрит на тебя. Не хочу, чтобы на вечеринке ты себя чувствовала не в своей тарелке. Но ты, если что, мне скажешь, когда тебе станет некомфортно. Я постараюсь это исправить. Если только не ты будешь источником этого дискомфорта. Видишь, как он смеется себе под нос, надевает очки обратно, после чего произносит. Уже предвкушаю. Он кивает тебе, Рокси. Приятного дня. Скорее всего, И еще тебе. пересечемся. Я еще некоторое время буду здесь. Надеюсь, увидимся еще. Он так проходит мимо Элиса. В это время вы видите то, что все, кто в этом коридоре были, все в ахере смотрят сейчас на просто Элисон. Элисон, все глаза, просто все, кто в этом коридоре были, все на тебя смотрят. И Рокси. Girl, молодец. Это было хорошо. И такие парни, как он, обожают, когда им что-то не удается получить сразу. Поэтому он еще за тобой побегает. Я не этого пыталась добиться. Он явно темнит. Просто так в школу не меняют обычно. Это 100%. Причем он учился здесь, а потом перешел. И есть у меня такая мыслишка, что, возможно, я была слишком маленькой. Я чуть поближе к ней подхожу, как будто шепчу что-то ей, какой-то секрет. Слишком маленькой, чтобы запомнить, когда конкретно он ушел, но как будто бы они учились с Эмили на одном потоке. Возможно, это совпадение. Ну, он сам сказал, что нам нужно найти его в соцсетях. Пожалуй, этим я и займусь. И А я я сейчас хотела скину бы... тебе его страницу, он подписан на меня. И вот теперь я хотела бы заявить аспект нового при поиске информации о нем. Давай, прокинь мне прошаренность. Скажи мне, дополнительный переброс является обязательным, или я могу его использовать по необходимости? Он является опциональным. Дополнительный переброс от твоего архетипа. Здесь 6, но я должна кинуть еще дважды. Да. Это 6. Ничего себе. Надо единицы не выкинуть. Я кидаю только тебя. И 3. Соответственно, я дополнительно не буду юзать, на всякий случай. Это 6. Ладно, это 6. Как она критовала. Я боюсь второй части игры, потому что обычно, если кубы хорошо летят в первой, во второй летят 1-1-1. Спасибо вам за ваши перебросы. Спасибо. Помогаете нам Спасибо. сражаться с статистикой. Уравнивать ее. Ты просматриваешь профиль Стивена Блэквуда. Рокси права.
Они учились вместе с Эмили. Более того, ты погружаешься глубже в его профиль и увидишь, что аккаунт неактивный Эмили все еще у него в друзьях. Я обращаю на это внимание Рокси, делюсь с ней информацией. Ты была права. Чертовски острый нюх. Да, он еще тот лис. Будь осторожна, Элис. Нужно будет придумать, как аккуратно получить от него необходимую информацию. Элисон, у тебя 6, да? Да. У тебя 6. Ты видишь в друзьях у него еще одно знакомое лицо. Адвокат. Скажи, мастер, Ну, с этим простите, адвокатом... я не знал, кем еще можно переплюнуть. Это ж, простите. Расстроились, Нет, смотрю. Не, Не, мы я такие- просто удивлена, что адвокат в друзьях. Ну ладно, я скорее хотела уточнить. Учитывая историю с моим отцом, этот адвокат мне вообще знаком или я так о нем поверхностно знаю? Может быть, он вел какое-то дело или... Нет, этот адвокат не связан с тобой. Ты его не знаешь. Окей. Ну, на карандашик тоже берем эту информацию. Да, Рокси, ты видишь, как Элисон рассказывает тебе, что он находит о Стивене в его соцсетях. Так, что он... Йоу, Элисон, это подтверждение. Похоже, он реально учился с Эмили, и он ее знал. Не просто Мастер, учился. можно вот я на 6, раз ты сказал, что ты не знаешь, чем перебить, я, кажется, придумала. Могу ли я по каким-то постам понять, что он перевелся после инцидента с Эмили? Может быть, знаешь, я тебя подкину. Это было Он перевелся 5 на лет следующий год. назад. И Он это перевелся было на следующий год. Ну, вот я там подкидываю, знаешь, там это типа было вот такой-то месяц, ла-ла-ла, и, может быть, он ничего не выкладывал какой-то период времени. Вот как раз-таки наоборот. Он активно вел соцсети именно в этот период. Когда переводился, и вот это все происходило. Да, он фоткал документы о том, то зачислении в Грантейл, он фоткал школу саму, как он примеряет форму Грантейл, как он Элисон, переводится. он заактивничал. Он ездил на старой задрипанной тачке до того, как перевелся в Грантейл. А что, если они с отцом заимели что-то на всей этой истории? Откат. Поэтому он теперь на такой тачке. И в одежде от Лора Пьяна. И очки И дорогущие. учится в Грантейле. Да. Вероятнее всего, или это был довольно большой откат, или тот, кому... Нет, тот, кто им теперь обязан, как-то связан с руководящими должностями в Грантейле. А еще он очень много знает о тебе. Следил за тобой? Почему он считает, что ты лучше бы смотрелась там? Просто потому, что ему понравилось, или он что-то знает? Я, насколько знаю, Элисон, она не из бедной семьи, то есть она такая вот, ну, как бы обеспеченная, да? То есть ты в целом могла поступить и в Грантейл. Я думаю, что это По может логике. быть информация, которая тебе известна. У меня действительно обеспеченные родители, в частности, отец. Но
Я думаю, ты можешь, да, сопоставить эту информацию. В прошлой серии, так сказать, нам информация, которая всплыла об Эллисон, это то, что ее отец завязан с мошенническими действиями. После чего Эллисон решила перевестись и теперь учится в Милстоуне. Я не распространялась о деталях, почему так, но наверняка я рассказывала о том, что сейчас, как вот в период, когда я перевелась, живу с дедушкой, и средств стало меньше. И явно по моей одежде, что она, знаешь, уже Она пережила хорошая, сезон. но- Она хорошая, Да. да, но уже как бы не в тренде. Мгм. Что ты не расточительствуешь на новую одежду. Очень осведомленный парень. Любители собирать информацию. Это может быть нам на руку. Обмозгуем все это. А самое главное, скинем Доминго эту информацию. Рокси, Эллисон, когда вы обсуждаете это, вы подмечаете еще одну интересную вещь. Видите, как мимо проходит адвокат и директор Блэквуд. Прям мимо вас. И заходят в кабинет директора на том же этаже, где сейчас и вы. Причем ты видишь, думаю, приметит Рокси. То, что они закрывали дверь, но закрыли дверь плохо. Знаешь, когда закрываешь дверь, она чуть-чуть еще открывается назад. Мгм. Хм. Я так, Эллисон. Ты видишь, что я уже достаю телефон, тоже уже устаревшей модели, но рабочий, и ладно. Знаешь, я хочу аккуратно положить... Я подозреваю, что нас могут заметить стоящими около двери. А вот маленький телефон заметить сложнее. Я хочу положить его аккуратно рядом с этой приоткрытой дверью, включая диктофон, и оставить на какое-то время там. Да, вы... Ну, как бы, пока я в коридоре нахожусь, я как бы смотрю, чтобы он, телефон не ушел, куда попало. Да, проходит пару минут. Ты видишь, как... Вот теперь тебе интересно будет. Идея хорошая. Вы беседуете между собой. Ты пристально смотришь за телефоном. И в какой-то момент ты видишь, как открывается эта самая дверь. Видишь, как выходит адвокат. Он не замечает телефона, который лежит там потихонечку где-то рядом. Прости, пожалуйста, а мы так и будем называть его адвокат? Адвокат! Это... Ну да, вы Нет, не у знаете него нет его. имени. Ладно, я... окей, Нет, Мы его имя не знаем. есть, но так просто проще будет. Я ему, в принципе, типа, я могу ему имя дать в целом. Знаешь, он идет, может быть, у него папка, которая с документами, с именем адвокатской конторы выгравированной. Имени его, там, условно. Там, кабинет. Я только что его адвокатский. соцсети видела, этого адвоката. Там А, тоже как бы- точно. Боже, да. Он мистер Пикс. Пусть будет адвокат, ладно. И я так к нему и обращусь при встрече. Господин адвокат. Мистер Прикс. Прикс. Принглс. Мистер Приксон. Приксон. Мгм. Нет, мистер Прикс. Вот. Прикс он. Все. Да, это я. Доброе душа. Тебе, да. Адвокат Прикс. Видишь, как он открывает дверь. Телефон все еще стоит. Они в дверях еще о чем-то переговариваются между собой, обмениваются парой слов. Эллисон и Рокси, видите то, что адвокат собирается отходить, и если директор закроет дверь, он видит то, что лежит телефон. Я хочу, может быть, подойти к нему через вот этот коридор. Я начинаю идти, увидев этот момент. «Мистер Блэквуд, сэр!» Окликнуть его.
Мгм. Видишь, как они общаются между собой. Ам, Он осматривает, он тут же отвлекается от мистера Прикса, смотрит. Мисс Беннет, Да, слушаю вас. простите, что отвлекаю. Я хотела как раз к вам зайти. Помните, мы обсуждали ам, постановку, которую можно сделать на День Благодарения в этом году? А, Там, условно говоря, Да. может быть, как-то, поскольку она видишь- такая инициативная, возможно, она что-то хотела такое сделать, но они, естественно, не разговаривали, а она просто, ну, как бы, специально Мгм. так делает. Вот видишь, он такой директор, который, ну, знаешь, такой очень о чем-то Да, у говорит, него видимо, очень много потом дел. забывает. Да, И он да-да-да. смотрит на тебя. Да, конечно. Заходи. Так вот, Можете зайти, мисс Беннет, можем это обсудить. да, и у меня появилась идея о мюзикле, который мы можем поставить. Вам понравится. М, Хорошо. Мистер Прикс на связи. Видите, как адвокат кивает. Сообщите мне, когда все будет готово. И он уходит. И я хочу забрать телефон, желательно незаметно для директора. А вот насколько незаметно, давай с тобой сейчас посмотрим. Насколько незаметно. Эллисон. Это будет проверка дерзости. Может быть, я тем самым помогаю ей? У нас действие помощь, как так, сейчас, секунду. По-моему, помощь у меня прописана, секунду. Может быть, сложность там меняется при этом? Не, сложность везде одна и та же. Ну, давай, в случае, если что, у тебя есть один дополнительный переброс. Опциональный. Угу. Дерзость у меня, значит, 2 бросочка. Это 3. Это 6, Господь! Опа! Мне страшно, что будет во второй части. Опа! Я думаю, что это может быть что-то вроде классного мюзикла. Знаете такой фильм с Заком Эфроном? Мгм. Это ты говоришь директор. Да. Да-да-да. Твой разговор с ним особо... Вы будете обсуждать, наверное, такие вот базовые вещи. Больше всего ты будешь пытаться ему заговорить... Забалтывать. Да, заболтать ему язык. Эллисон, ты видишь, когда заходит Рокси и оборачивается директор, чтобы начать закрывать дверь. Ты быстро хоп-хоп берешь телефон, забираешь его. Ты берешь телефон, отходишь в сторону. Пока Рокси общается, ты слышишь следующее. Мистер Блэквуд, пока дело не зашло слишком далеко, мне кажется, что вашему сыну нужно заняться своей репутацией. Он уже движется в закрытый корпус школы. Он все сделает как нужно. Все будет в порядке. Даже если заявится полиция, там ничего не найдут. Я надеюсь, вы понимаете, что наш разговор не должен быть нигде зафиксирован. Конечно, я заранее выключил камеру в своем офисе. Отлично. Я надеюсь, что вы поможете мне в моей работе, так же, как и я помогу вам в репутации вашего сына. Вы лучший адвокат, которого я знаю. Как только Стивен закончит, я вам позвоню. Хорошо. Пускай заберет с собой улики, я назначу встречу с ним.
Его номер отправите мне по почте. Хорошо. Всего доброго. Подождите минуту. И вот в этот момент происходит их разговор в коридоре. Естественно, сохраняю запись. Во-первых, разговор нигде не должен быть зафиксирован. Вот. И буду ждать того, как освободится Рокси, чтобы поделиться с ней этой информацией. Угу. Хорошо. Тем Ну и временем... скину, как обещала, Стивену адрес. Теперь мне нужно с ним встретиться. Угу. Хорошо. Элисон, скинь мне Доминго. свой домашний адрес, а какой-нибудь другой. Адрес Доминго. школы ему напишу. Доминго и Сэм, когда вы движетесь по пути в цветочный магазин для того, чтобы захватить цветы, Доминго, ты начинаешь шариться по дневнику, по... Я не Фоткам. смотрю. Я не смотрю дневник. Ну, тогда просто Я фото. смотрю, я фотографии, да, я просто смотрю фотографии, которые она делала, но дневник открывать не буду. Мгм. Это не ее личный дневник, если что. Это дневник, именно который касается этого дела. Вот, так просто тебе к слову. Это не было похоже на ее личный дневник, поэтому если ты переживаешь за приватность... Ну, в общем, не важно. Ты проглядываешься по фоткам, смотришь какие-то документы, распечатки, которые делала Беттани. И она связала некоторые вещи. Действительно. Стивен Блэквуд перевелся, когда пала Эмили. Эмили? Откуда у нее тебе это не совсем известно? В одном из зачетов Эмили была помечена не как пропавшая без вести, а как погибшая. У Эмили есть сестра. Младшая. Которая сейчас учится в Милстоуне. У Эмили Картер есть сестра. Кэс Картер. Да ну. Так, это Более сильно. того, насколько, как выяснилось, тоже ты находишь у нее несколько фото, которые были сделаны Беттани. У нее совместные фото миссис Хэллоуэй и мистера Блэквуда Ага. на одной из распечаток. Да. Совместные фото. Очень похоже на свидание. Помимо этого, ты видишь скриншоты постов Стивена, где он жалуется о том, что его аккаунт был взломан несколько раз. Он каждый раз получал доступ. Кто делал рассылки с его аккаунта, но это все очень быстро почищались. Он жаловался несколько раз, что его аккаунт взламывали. Но тебя беспокоит не совсем это. Хотя тебя это, наверное, не должно беспокоить, это должно беспокоить, скорее всего, Сэма. Я все это показываю Сэму, если что. Да, я все это также показываю Сэму, чтобы он тоже понимал. Тогда, Сэм, в какой-то момент у тебя по спине начинают идти мурашки. Мгм. Потому что Кэс Картер уже как год учится в Риверсайде. Так. Мгм. Я также скидываю нам в общий чат. Я думаю, у нас есть чат на четверых. Я туда скидываю всю информацию, которую я получил.
чтобы у ребят Хорошо. тоже было все понимание. Риверсайд Мгм. это какая-то другая школа, да? Это школа технарей. Мгм. Это техническая школа. И Кэс Картер учится там. Действительно, вы на это не обратили внимания, но я говорил о том, что когда Кэс Картер входит в Милстоун, она входит в школу обходя. Точно. И на этом предлагаю нам уйти на 15-минутный перерыв. Не переключайтесь. Хорошо. На Не таком... переключай. Так интересно, что даже не до перерыва не хочется ходить. Ну да, ребята. Не переключайтесь. Miss American Angel, you put your faith in me. Miss American Beauty, I'd wait my life to see. And when you come back, will you remember me? Miss American Angel, I miss the way you stare. A motion picture in your eyes, your story
still to share. I'd give it all to prove to you I care. Would you believe me if I call? Would you know it's me at all? Fly away from me, run away with my emotion. City miles above the ocean, on a plane that takes you home. Fly away from me, run away with my emotion. City miles above the ocean, on a plane that takes you home. Miss American Beauty, you need an honest guy. Maybe I'm not an angel, but I sure as hell will try to give you everything. Когда Сэм и Доминго, вы уже с букетами цветов заходите в больницу города, и вы видите здесь несколько местных жителей, которые ожидают своего приема. Увидите медсестер, которые бегают по коридорам туда-сюда. Увидите занятую делами работницу ресепшена, которая то берет телефон, то печатает что-то снова в компьютере, то снова отвечает на телефон. Увидите переживающих родственников, просто тех, кто плохо себя чувствует, кого-то, с кем общается врач. Где-то среди всей этой толпы вы увидите то, что отдельно, скрестив руки на груди, сидит мать Беттани. Я хочу прийти к ней. Миссис Фокс. Да. Я держу в руке букет цветов. Бросаю взгляд на дверь. Здравствуйте, миссис Фокс. Должно быть, мы не знакомы, но я друг вашей дочери. Может быть, не самый близкий, но я знаю ее. Мы пришли ее проведать вместе с моим одноклассником Сэмом. Здоровайся. Да, Сэм стоит с двумя пакетами. Такой, здравствуйте. Скажите, как она себя чувствует? Хорошо, она должна прийти в себя с минуты на минуту. Мне нужно было выйти, собраться с мыслями. Все хорошо. Я сажусь рядом с ней, я приобниму ее за плечо, положу руку, нежно похлопаю. Вот. Все будет хорошо. Я уверен в этом. В жизни случается очень много плохого. Вот. Но я знаю, то, насколько я знаю, она сильная и сможет справиться с теми трудностями, что на нее навалились. И вы тоже должны быть сильны ради нее. Она кивает. После чего поднимает взгляд на тебя, Сэм. Ты же тебя Сэм зовут, да? Да. Ты очень нравился Беттани. Она мне все уши про тебя прожужжала в средней школе. О, как! Скажет в этот момент. Я вообще с этой Беттани раньше пересекался, типа мы вместе что-то учились, и, знаешь, так сказать, были просто какие-то там параллельные классы, и у нас там вообще... Когда ты уже начал присматриваться к Рокси, они были лучшими подругами. Точно. Да. Да. Ну, все равно... Они были очень мощным дуэтом по всей Коли Милстон в принципе, потому что Фокс Беттани, она была такой активной, болтливой очень, всегда умела договориться, поговорить с кем-то.
вот, всегда мечтала быть журналисткой, а Рокси была эффектной. И вот они, две такие очень яркие, очень эффектные личности, они прям привлекали к себе внимание, их дружба оказалась очень прям такой гармоничной. Ну, я подозревал о чем-то таком. Все трудно, но как-то вот уже жизнь по-другому сложилась, сами понимаете. Да, понимаю. Я ни в коем случае не виню тебя, просто хотелось посмотреть на тебя. Вырос. Возмужал. Спасибо. Ходи к Беттани, она рада будет тебя видеть. Не бойся. Ее чувства уже прошли. Мы с ней разговаривали на этот счет. Я знаю, Беттани, она умная и мудрая девочка. Я в ней не сомневаюсь. Идем, Доминго. Я встаю, пожав тыльную сторону ладони матери, довольно крепко, кивнув. И я думаю, я держу букет в руке, я постучусь и зайду. Ну, вот. Может быть, даже в поисках вазы, потому что поставить. Мгм. Да, вы заходите внутрь палаты, где лежит Беттани. Сейчас солнце светит прямо в окно палаты ее, она здесь. Одна, у нее длинные кучерявые рыжие волосы, она очень оправдывает свою фамилию Фокс. У нее длинные кучерявые рыжие волосы, веснушки на носу довольно яркие. Ее голубые глаза сейчас на солнце кажутся зелеными будто бы. Руки у нее все так же перевязаны. Когда вы заходите, она читает какую-то книгу, видимо, которую принесла мать, скорее всего, которую успела взять. Вот. И когда заходите вы, она поднимает взгляд такой слегка уставший. Привет, красотка. Я поставлю вазу. Тут, наверное, где-нибудь есть табуретка, на которой я сяду, облокочусь, держа в руке, доставая из кармана кардигана дневник, протяну ей. Ты все-таки залез в мою комнату? Если бы не этот парень, у меня бы не вышло. Твой брат прям на сторону, на стороже. Вот. Хороший парнишка, далеко пойдет. Привет, Сэм. Здоров. Твой этот младший. Теперь умеет самообороняться, я об этом позаботился. Мне страшно, что он Почему мог ты- сделать. Почему-то я в этом не сомневаюсь. Как Рокси. В прошлый раз в школе не очень хорошо получилось. Она обязательно навестит тебя. И расскажет тебе об этом всем сама. Как раз после уроков. Это мы, болваны, прогуливаем. Она-то учится. Мне ее не хватает. Знаешь, очень часто дружба сталкивается с трудностями. Особенно в детстве. Недопонимание, ссоры, какие-то конфликты, мелкие дрязги. Ну, я скажу так. Самая лучшая и самая крепкая дружба, которая остается навсегда, проходит через эти проблемы. Преодолевает их. И эти проблемы их закаляют. То, что произошло между тобой и Рокси, это ужасно. И я могу понять твою боль. Но если вдруг ты найдешь в себе силы
в своем сердце простить ее, и она пойдет тебе навстречу, то ваша дружба переродится в нечто большее. Она бросает взгляд на прикроватную тумбочку, которая висит здесь. Можно видеть то, что даже здесь, возле тумбочки, лежит вырезка из девчачьего журнала, где вписывают имена лучших подруг, а потом делают кулон и носят вместе. Вот это уже поношенная, слегка помятая вырезка из этого журнала. Она лежит у нее возле нее. Она берет ее, смотрит пару секунд, после чего поднимает глаза на тебя, Сэм. Скажи Рокси, что я ее прощаю, и если я ее обидела, я извиняюсь. Скажи, что как только мне станет лучше, я ей позвоню. Ну что, если ты сама не можешь и написать, считаешь, что я понял, сделаю все как надо. Вы очень хорошо смотритесь вместе. Не так хорошо, как вы вместе с Рокси. Но здесь, Сэм, нам придется снова соревноваться. Она так улыбается чуть-чуть. Так, спутался вы про меня и Рокси или про меня или Доминго. Ну да, мы братки, но не в этом отношении, вы не поймите. Для меня есть только Рокси. Видишь, как Доминго и Бета не смеются. Доминго, ты видишь, как Бета не кладет свою ладонь на твою. С такой легкой улыбкой произносит: «Спасибо, что не проигнорировал». Я положу свою ладонь поверх ее, тоже крепко сожму. Ну разве я мог? Она так улыбается слегка. Значит, ты видел все мои документы, верно? Я видел документы, записи, которые ты делала. Не решил заглянуть в дневник. Думал, это личное. Но я догадываюсь, что я там увижу. Ты копала под Стивена, не так ли? Да, и не только. Я знаю, кто стоит за аккаунтом. Где Эмили? У меня есть предположение, что это ее сестра Кэс, не так ли? Она кивает. Ты проделал огромную работу. И если пустить эти документы в правильное русло, мне кажется, мы сможем выйти на истину и разлучить настоящих убийц. Главное, ни в коем случае нельзя позволить пересечься Кэс и Стивену. Я боюсь, что у Кэс есть план. Сэм, напиши об этом ребятам, чтобы они, пока они там в школе. Без шефки, я крутые вы, нахуй, быстренько пишет это. Наш А чат. что, вы видите, как взгляды Пэттани прибегает? А что не так? Доминго, все хорошо? Она сжимает твою руку. Говори честно. Насколько много информации передавали нам девочки? Мы знаем о том, что Стивен же в школе, да? Я думаю, что девочки передали вам, если у вас общий чат. Мы как раз обсуждали, что надо это Доминго все передать, и когда мы с Элисон в коридоре, я ей показала аккаунты, у нас вот эти все произошли обсуждения, и что-то Элисон говорила про вот это видео, что скинуть в наш чат, которое она Я думаю, что записала вот именно с Блэквудом. сейчас, когда ты здесь, Доминго, ты слышишь бз-бз, и тебе приходит сообщение от Элисон, ну и текст, просто общая сводка
школьного спецназа, разведки того, что сейчас происходит в школе Мюста. Я хмурюсь, смотрю в глаза Бет. Наш школьный спецназ из девочек докладывает о том, что, похоже, черт, Стивен направляется в закрытое крыло. Он что, хочет скрыть какие-то улики, которые там могли остаться? Я так и знала, скорее всего. И КС в школе. И КС в Это школе. не закончится. Это не закончится ничем хорошим. Поторопитесь. Мне кажется, что и Элисон, и Рокси могут быть в опасности. Если это Тесс отправилась тоже в закрытое крыло школы. Я напишу в общий чат. Девочки, задержите Стивена, не дайте ему зайти в закрытое крыло школы. И нужно найти Кэс. Бет говорит о том, что они не должны с ним пересечься, иначе будет катастрофа. А мы со Сэмом выдвигаемся к вам как можно быстрее. У меня есть мопед. Мы домчим. Я чмок... Перед тем, как... Давай. Перед тем, как выйти, я чмокну в руку Бет, пожелаю ей скорейшего выздоровления, вот, и встав, скажу, что похоже, нам очень сильно пора. Хотел бы задержаться подольше, но, боюсь, долг зовет. Ты зайдешь еще? Обязательно. Она улыбается так, тебе легко. Поторопитесь. Да, мы выходим. Ты готов вылазь до мин. Стукает. Локом. Да брось ты! Не до Чем? этого сейчас. Видишь, Доминго, ты можешь обратить внимание, что Доминго немного смущен, у него выступил румянец на щеках. Так, а теперь мы выходим из этой больницы, становимся напротив мопеда, оба. А ты хорошо водишь? Я лучший водитель, которого ты только видел в своей жизни. Жаль, второго шлема нету. Надевай на себя шлем. Вот. Так что держись покрепче. Постараюсь не Жаль, что его разбиться. нету, да. Да. И завожу двигатель. Блин, ну это как-то не по ПДД, но ладно. Дело не Секунду, терпит. да. Ага, наши садимся. Сэм, этот Рама, два Ван Дамма, так сказать, садится вот так вот. Доминго-то пытается как-то его там... Потом в итоге А он же не знает, накреняется в никого. сторону из-за тебя мопед, я не пытаюсь его еле-еле сдержать. Я буду контрвесом работать. Я это видел, самые гонки с колясками, короче. Ща мы быстрее доедем. Сэм, Давай, коляска. ты представляешь то, что вот каждый раз, когда ты меняешь положение, ты будто бы на льду. И ты вот видишь, будто бы ты вот начинаешь пытаться найти вот эту вот именно траекторию движения, когда идут завороты. Да, сам по дороге умолчит, когда мы там на мопеде на этой Ямахе несемся. Не, ну в смысле, короче, самое... Мотогонки с колясками, во! Ну, короче, типа мотоцикл с коляской. Это реальная тема. Обязательно выберем другой. Я как раз неплохую трассу для конных. Правда, там мы ездим на мопедах просто, но без коляски. Ну, верзил. Пока двое рассекают просто дороги города, двигаясь на мопеде, тем временем Элисон и Рокси, вам приходит сообщение о том, что от Доминго, что вам нужно срочно задержать Стивена. Что ж, если идей лучше нет, я пишу Стивену. Что пишу? Напиши, что ты хотел бы поговорить с ним лично сейчас, если он может. Подозрительно, нет? Да. Не знаю.
Может быть, что кто-то к тебе сейчас подкатывает, и нужно срочно тебя спасти? А что если... Да. Да. Он должен... Надеюсь, он на это купится. Ты сказала, что такие парни любят недоступных. Ладно. Ты видишь, что Элиса немного краснеет, составляя сообщение. Сообщение следующего содержания. Кажется, в этой школе стало слишком комфортно. Срочно нужно доставить дискомфорта. Надеюсь, ты где-то недалеко. Вы не Oh my можете отправить God. сообщение пользователю, которого нет у вас в друзьях. Ну я добавляю его в друзья. Жди, когда он тебя одобрит. Повторяю сообщение. А, А какой ему адрес должна была отправить тогда? Ладно. Так, окей. Поскольку, мастер, актуально ли то, что мы... Наше секретное место — это вот это запретное крыло школы. То, что мы проговаривали, когда генерили наших персонажей. Да, это в принципе такое вот тайное место, где вообще типа где собираются обычно после уроков, ну типа все так тихонько, ну и ваше место тоже, в том числе. Поскольку Доминго написал, что он может отправиться в запретную зону, я начинаю следовать в ту сторону. Элисон, может быть, идет со мной. Просто я как бы туда не вхожу. Я просто хочу по направлению, как бы, да, вот, например, вот эти людные коридоры, там какой-то из коридоров завершается как раз вот тем, который нам нужен. Условно, мы хотим подойти к классу географии, который последний к тому месту, где уже там через коридор начинается запретная секция. Мы вот просто идем с тобой, я тебя веду за собой, там мы поднимаемся по лестнице, может быть, да, вот идем, и я тебе говорю: слушай, а вот Кэс, ты ей сказала, что если она передумает, может найти тебя. Посмотри, а она не добавлялась тебе, друзья? То есть, может быть, Я у проверяю. Элисон висит заявка. Вдруг. Нет, заявки нету. Мгм. Ну, тогда это как раз Рокси буквально читает мои мысли, потому что тогда я пытаюсь отправляю заявку для Кэс, если у нее открытый профиль, ей можно написать без не добавлять в друзья? У него нет профиля. У нее нет профиля! Мгм. Фак. Ладно, я ищу Она же- расписание, должно быть какое-то расписание, где мы А нам можем... Доминго сказал про Where is Emily? Да. Да. Точняк! Напиши. Well. Рокси Чё пишем? осеняет, она тебя просто на ухо, она тебя вот обнимает, и тебе на ухо. Может быть, написать ей сейчас, чтобы она спряталась. Что он идет туда, и мне нельзя столкнуться. Знаешь, мне не понравилось то, что сказал Доминго. Я имею в виду, вернее, написал. А что, если Кэс попыталась выманить Стивена и хочет отомстить ему? Блин, это будет означать, что мы ей преподнесем его. Да, нужно написать что-то такое, что не выдаст Стивена, но и не спугнет ее, не заставит приступить к активным действиям. Напиши, Например, Кэс, Кэс... мы хотим помочь. Если ты в Да. запретной секции, тебя могут сейчас обнаружить. Беги. Вы отправляете Прости, мастер, я тебе эту фразу. Давай. Я хочу
Может ли быть у них дополнительный кубик от моей ранней заявки, которой я начал свою сегодняшнюю сессию, когда я говорил о том, что публиковал историю с документами, который нашел мне паренек? Может быть, за счет этого у них быть преимущество? Если честно, мы все в одной банде тусуемся, нас все знают. Да, но не сейчас. Хорошо. Запомните, что у вас есть дополнительный кубик, когда вы будете взаимодействовать с Эмили. Сказ. Если будете. Кэс, да. Скэс. Если будете. Оговорочка. Когда вы отсылаете сообщение Кэс, вы получаете ответ. Бежать нужно не мне. В этот момент весь свет в школе гаснет и включается сигнализация. Наш хакер взломала. Ладно. Oh shit. Шутки не про ВТМ, а шутки про киберпанк. Oh shit. Сигнализация включается. Да, очень быстро. В школе поднимается настоящая паника. Из кабинета начинают выбегать ученики, учителя. Так как погас и свет, и начала играть сигнализация, колокольчики. Все приняли это за самое что ни на есть настоящую тревогу. А может быть, это и действительно настоящая тревога. Видите, как мимо вас начинают пробегать ученики. Кто-то из пробегающих рядом хватает тебя, Рокси. Видишь то, что это пробегает Мия. Видишь панику на ее лице. Рокси, это не похоже на учебную тревогу. Бежим, Мия. пожалуйста, уходим отсюда. Мия, прямо сейчас в опрятном крыле сыну директора угрожает опасность. Ты хочешь и... Ладно. Сейчас или никогда. Время становиться смелее. Согласна. Я оборачиваюсь, мастер. Если там есть за стеклом, типа, достать молоток при тревоге. Есть. Я хочу просто... Они смотрят, как я беру с себя кофту, обматываю свой кулак и ударяю в это стекло. Сразу видно, девушка Сэма. Ты Да, разбиваешь Они думают, королева. стекло, достаешь топор. В это время вы видите, как Мия убегает. Она из-за паники не особо поняла, что ты вообще в целом говорила. Она все на панике. Сейчас кого вы будете пытаться остановить, в принципе, они посчитают вас, ну просто как бы вы что? Знаешь как? А у Больные. нее расследование началось, я информацию ей вкинула. Как бы она потом ее поймет. Она все-таки журналистка. Мгм. Хорошо. Она информацию получила. Я видя, что Рокси вооружается молотком. Мне вооружаться нечем, я достаю циркуль. Откуда ты из своих канцелярских принадлежностей? Ну, как бы, что есть. Мгм. Я смотрю на тебя с Сейчас будет- молотком, Элисон. Может быть, ключи? Ты думаешь, я точу ключи? Нет, просто это техника безопасности. Если возьмешь ключи в кулак, ну, как бы будет больнее. А циркуль почему... Ладно, я возьму ключи. Циркуль это... И я показываю лезвие свое. Я достаю на эту связку ключей вот такого размера. А ладно, возьми и циркуль тоже. Да, но я постараюсь припрятать его куда-то за пояс и за пиджак, чтобы его не было видно.
но чтобы я могла, если что, дотянуться. Просто я не хочу выглядеть сразу угрожающе. Мгм. Хорошо. Вооружившись чем только можно, вы открываете двери запретного корпуса, запретной части школы, запретного крыла. Когда вы открываете дверь, вы видите, как по потолку идет очень тонкий слой дыма в сторону выхода. Мастер, если можно, молоток, а рядом огнетушитель, скорее всего. Есть. Конечно. Подержи, я Эльсон. Молоток передай. Ладно. А вот я хочу взять огнетушитель, да. И берешь огнетушитель, мимо вас все еще бегут ученики, кто-то кого-то пытается организовать паника, учителя вас даже не видят. Эльсон, Вы начинаете заходить. напиши пацанам, что здесь жопа. Пусть гонят на всех скоростях его драндулета. Сколько, по-твоему, у меня рук? Я звоню. И вот так вот. Мгм. Хорошо. Когда Элисон набирает парней Рокси, вы заходите в запретную часть школы. Рокси, перед тем, как закрыть дверь, ты видишь, как среди толпы пробегающих учеников на тебя смотрит пара глаз. Это миссис Хэллоуэй. Она видит, как вы зашли в запретное крыло. Буквально ты пересекаешься с ней, видишь, как пробегают ученики. Твою мать, Хэллоуэй видела, что мы зашли. Хорошо, нам нужны свидетели, нам нужны взрослые, нам нужны хоть кто-то. Тихо, она ебанут. Она вообще не то, что нам надо. Бежим. Я хочу прям повести ее подальше от входа, чтобы Хэллоуин, пока там пробивается через детей, не успела утвердиться в том, что она увидела. Мгм. Когда вы начинаете отходить от кода, вы слышите, как запирается дверь закрытого крыла. Ну, как бы... Теперь я понимаю, почему она тебе не нравится. Напиши пацанам, скажи пацанам, что нас закрыли. Я уже слушаю гудки несколько... В это время, да, Доминго, осталось, несколько кварталов, как вы доедете. Вы уже рядом. Но потребуется некоторое время все равно. Я выжимаю полный газ. Мчусь с превышением скорости, насколько это возможно. На мне шлем. Говорите по телефону это с Сэмом. Я просто еду, сокращая максимальницы. Я же по газону еду. Я еду по газону. Максимально срезаясь, что можно углы. Там сзади этот самый на пассажирской сидит. Чё себе ты? Но я думаю, что Элисон набрала бы именно Доминго, хотя бы потому, что он первый в алфавитном порядке. Да, да. И- Ну, видимо, Сэм слышит, как Отвечает- где-то у Доминго отвечает- звучит... Я ему даю Сэм. телефон. Да. Я такой, да, разблокирую телефон в Face этим ID. Я такой, это Сэм! Ладно. Осторожней! Блин, голуби! Что? Так, молчи и слушай. Мы в запретной секции. Нас предположительно закрыла миссис Хэллоуэй. Здесь паника. Кэс, кажется, что-то жжет. Вероятно, жжет Стивена. Это... Вам нужно быстрее быть здесь. Рокс, тебе есть что добавить? Пока! Ну, даже Я просто представляю, как Элисон оборачивается к Рокси, ей что добавить. Рокси с, блядь, огнетушителем стоит.
О. Очень смешно. Все-таки Сэм и Рокси похожи. Да, А, Сэм Эллисон сбрасывает, и мы такой... Просто там куда-нибудь там влетаем в какой-то переулок, летим на этом мопеде, сам-то еле держится, и... Бля, там должны быть эти ступеньки, по которым мы начинаем съезжать. Я сказал, что там все очень плохо. Мы подъедем сразу к крылу, мы подъедем сразу к заднему закрытому крылу, выбьем стекло и заберемся через окно. Моем? Конечно, там вроде как я там слышу какую-то тревогу сзади на фоне. Нормально. Алло, 911! Ты слышишь Я- на том проводе 911, что у вас случилось? В школе Милстоуна поджог, пожар. Приезжай, отправляйте полицию и пожарных, и скорую. Школа Милстон принята. Где вы сейчас находитесь? С вами все в порядке? Ты на фоне. Мы там, помогайте, спасайте, быстрее, тут людям плохо. Это все просто сбрасывает. Черт, подумаю, что ложный вызов. И подумай. Смотри, я Она уже- даже не успел ответить. Ты просто сбрасываешь трубку. Я уже вижу кол, к которому мы подъезжаем. Я подъезжаю к этой закрытой секции, на ходу снимаю с плеча портфель, кидаю его в стекло, разбиваю стекло. Запрыгивай, Сэм. Подождите. Прежде чем вы... Я понял то, что вы будете портфелем разбивать стекло, хорошо. Но в это время... Рокси Эллисон. Когда вы проходите чуть-чуть дальше, то есть сейчас пока что вы одни, вы только слышите это дзынь на фоне, вот этот вот, как работает Господи, я сигнализация, подумала, просто знаешь, что тут монотонно пила звучит. Просто монотонно звучит звонок, символизируя опасность. Вы видите, как буквально в коридоре, когда вы заходите, во-первых, на пыльном полу видны свежие следы. Сейчас, спустя столько лет, стены здесь покрыты граффити, какими-то записками, чем-то еще. И когда вы осматриваетесь, вы видите скомканную записку, которая лежит здесь. На подоконнике буквально. Она не выглядит старой. Я люблю читать, Ты видишь, и у меня как... есть свободная рука. Мгм. Ты видишь, как вырезками из журналов, символами, написано следующее. Сынок, не забудь проверить дальнюю часть закрытого крыла. Записку оставь здесь. Мистер Прикс заберет. Ну, кайф. Забирай. Идем, видимо, по следу в заднюю часть закрытого крыла. Хотя, думаю, дым наиболее информативен в качестве направления. Когда вы начинаете идти, вы слышите где-то сверху, со второго этажа закрытого корпуса слышится голос Стивена. «Да отстань от меня! Отойди! Не лезь ко мне!» О, дискомфорт причиняю дискомфорту. Ирония. Тихо. Крадемся. Боюсь, красться мы будем долго. Вы начинаете двигаться в сторону лестницы, бежите и слышите то, что впереди по коридору вашим шагам вторят еще шаги.
несколько бегут. У вас есть буквально несколько секунд, чтобы спрятаться где-нибудь здесь. И Элисон, и Рокси. Это от вас проверка дерзости. Опасная. Пять. Ето 3. 4. Это не момент, когда нам можно добавить кубик, да, который от Доминго, Нет, на всякий случай. Мгм. пока нельзя. Вы, Рокси, ты буквально толкаешь Элисона куда-то в сторону здесь, от буквально как какого-то старого шкафа, который стоит здесь, вы прячетесь за ним. Элисон, ты чувствуешь, как у тебя из рук выпадает циркуль, когда тебя толкает Рокси. А он и не в руках. В руках молоток. Молоток. Видите, как молоток падает из рук Элисон. Он проходит чуть-чуть, он прокатывается чуть-чуть дальше. Вы прячетесь за шкафом и слышите, как шаги, которые, кажется, бежали, замедляются. О, молоток. Возьмем. Что здесь делает молоток, дубина? Ладно, забираем. Видите, как они... Чей это Да. голос? Мы узнаем его. Узнаешь голос. Это ребята из волков. Которые задирали меня. Мгм. Ладно, идем, нам еще нужно найти Стивена, а то он кричал. Видите, как они берут молоток и бегут наверх. Мастер, откуда идет дым вот этот? Он идет сверху. Туда же, куда они побежали. Он спускается вниз по потолку. Это не прям типа огромный дым. Это говорит что-то небольшое, но очень дымное. Будто бы не чтобы что-то вот именно поджечь, а чтобы шел дым. Мгм, мгм. Дым мужчина. Когда шаги немножко поутихли впереди, я даю сигнал Элисон, чтобы мы выходили из укрытия и начинаем тоже подниматься наверх. Вы начинаете медленно Кажется, подниматься. наша задача просто быть свидетелями и рассказать, что случится. Лучше бы ты уронила циркуль. Циркуль я спрятала. Его я теперь не выроню. Вы начинаете тихо двигаться в сторону лестницы, очень медленно, очень тихо. И в какой-то момент резкий, громкий звук позади вас. И в вашу сторону летит портфель. Рюкзак. Мгм. Да. В вашу сторону летит Подсади-ка меня, рюкзак. Бьется с стекло. Вы буквально видите дорожку из разъебанного газона, который ведет к окну. И как Сэм сейчас пытается закинуть Доминго. Да-да-да. Я надеюсь, в этом рюкзаке есть циркуль. Судя по тому, что он разбил стекло, там кирпичи. О, Доминго! Это называется учебники. Можно еще сам, когда он так
запульнул этого Доминго, я такой, ща, я хочу, так, китовый чат, нужна китовая кавалерия, нам этот сам, закрытый корпус школы, давайте быстрее сюда. Времени нет объяснять, полиция уже есть, все очень плохо, это связано с Эбели, давайте. И что тут? Я Телефон в карман. протягиваю. Да. И залазит сам. Надеюсь, мы не Мы с опоздали. лестницы буквально сюда. Только показывай. Сэм, Гилья, когда вы подходите ближе, вы начинаете слышать сверху голос. А, попалась. Хватай ее. Кто там попался? Они узнали. Да-да-да, сам вместе с Домингом мы такие сразу просто сюда, наверное, помчались на пофиг. Волки пришли мстить Кэс. Кэс пришла мстить Стивену, а мы пришли кому мстить? А мы пришли воспитывать волков. А мы просто пришли. А мы пришли... Это наша земля. Идем мстить волкам. Это наша закрытая территория. Погнали. Так, Вы девчонки, оставайтесь начинаете... где-нибудь в укромном местечке. Не дай бог, что еще случится. Сейчас. Все, понял, Я вопрос нет. Я стою просто за этим, с огнетушителем. Пшик-пшик. Понял. Вы начинаете бежать наверх. Вы видите следующую картину. Это, скорее всего, раньше идет подъем на второй этаж, и тут же идет дверь, которая ведет в малый актовый зал. То есть здесь даже нету коридора, здесь сразу актовый зал. Вы видите, как в дальнем углу действительно просто в какой-то бочке, видимо, принесенной сюда кем-то или чем-то, правда, что-то горит и оттуда бьет дым. Ну, больше бьет дым, нежели видно пламя. А посередине вы оказываетесь именно в тот самый момент, когда Стивен дает хорошего леща Кэс, которая пятится назад и падает на пол, пытаясь отползти от него назад. И те самые волки, они, скорее всего, покрывают Стивена. Что делают? Покрывают Стивена, помогают ему. А, покрывают Стивена, все. Когда вы оказываетесь, когда вы вбегаете в малый актовый зал, видите, как оборачивается Стивен. Он не похож на себя. Это человек, который потерял контроль над ситуацией, над всем тем, что происходит. Его глаза красные, даже волки, стоящие возле него, они с переживанием смотрят на Стивена. Вы видите, как Стивен смотрит на вас и пересекается следом с тобой, Элисон. Да что ж такое? Мне от вас еще избавляться придется. Неужели вы не можете просто не лезть, не совать свой нос куда не надо? Это была случайность. Я не хотел, чтобы так произошло. Я не хотел, чтобы было именно так. Я поднимаю Мастер, руки. если можно кому-то из нас успеть поставить запись на видео, на телефоне или на диктофон что-то. Ну, ты можешь сделать... Ну, ты можешь сделать разве что Элисон, у нее свободные руки. Я это делаю уже знакомым действием. Я поднимаю руки в жесте, как будто бы сдаюсь. Подхожу чуть вперед, немного сгорбившись, чтобы показаться меньше. Спокойно.
друзья, спокойно. Нам всем нужно расслабиться, глубоко вздохнуть и выдохнуть. Я прекрасно тебя понимаю, Стивен. Ты не хотел этого. Это не твоя вина. Но это случилось. Я знаю, что ты сожалеешь о совершенном. Но это случилось. И об этом много кто знает. Если ты мужик, ты должен понести ответственность. Ты видишь, как Стивен начинает идти в твою сторону. Знаешь, у него походка такая расхабистая. Он уставший. Его рубашка, которая была такая красивая, сейчас помятая, слегка выправлена. Где-то его этот галстук, он где-то потерян, его уже нету. Он медленно идет в твою сторону и так кладет руки в карманы. Вы не понимаете вообще, о чем говорите. Однажды ты уже совершил одну ошибку. Думаете, что вы знаете, каково это хранить тайны? Как только начали раскрывать ваш детский сад, ваш детский мусор, вы всполошились, как улей. Хранить тайны нужно правильно. Видишь, Доминго, как Стивен подходит к тебе ближе, прям практически. А если он начинает подходить ближе к Доминго, Сэм сделает шаг вперед, ближе не подходи. Понял? Я просто успею крикнуть, пока он ко мне подходит. Ты совершил уже одну ошибку, но это не повод совершать другую. Единственное, что я успею крикнуть. Ты видишь, как Сэм, ты видишь, как буквально в 2 шагах останавливается Стивен. Бросает взгляд в твою сторону, Сэм. После чего медленно переводит на тебя, Доминго. Но я умею хранить тайны. Рывок. В кисти нож-бабочка, и Стивен летит на Доминго. Решите сами, кто из вас будет действовать. Или Доминго будет пытаться увернуться, или Сэм будет пытаться ему вмазать. Это очень опасная проверка. Так, Рокси Эллисон, вы сейчас позади. Доминго придется отреагировать, он слишком Да, медленный. реакции, чтобы среагировать, будет разве что у Сэма. так, смотрите, эта проверка у нас получается... Это будет рискованный бросок, скорее всего, он несет. Это будет рискованный бросок, и это будет проверка отбитости. Мгм. В случае провала я получу отметку риска, все верно? Ты и не только ты. И не только А я. если, О, а как! если попытка сказать, это может считаться за реакцию? Хотя нет, Сэм, получишь ты. Да, скорее Всё, всего. без проблем, без проблем. Я кидаю на отбитость, Сэм кидается вперед, он, наверное, просто видел, как у него, наверное, из-за... ну, Сэм не зря до этого малого брата обучал самообороне. Сэм знает, каково это, и он сразу заподозрил что-то неладное. Это первый бросок, это единица, братва, поэтому кидаю второй бросок, у меня отбитость Тут 1. подожди, столько раз попасет. Мгм, это 3. А я хочу воспользоваться перебросом куба, и если никто не против, я Да буду ладно. Нет, кидать мы не против. 3 раз. Спасибо, братва. Кто будет коробочкой хранить Сэма, это снова 3. Но. Смотри, мастер. Сэм спортсмен. Моя способность моего архетипа позволяет мне 1 раз игнорировать отметку риска. Oh, shit. Я тебе позволю сигнорировать одну отметку риска, но одну ты получишь все равно. Их 2. О, как. Да. Хорошо. Это нож. Это нож. Это Хорошо, нож. но это 3 ты описываешь. Да. Да. Вы видите следующее. Это не 3, это единица.
Извините. Вы видите, как Доминго, как Стивен, делает рывок в твою сторону. В эту секунду все, что успевает сделать Сэм, это оттолкнуть тебя в сторону. Сэм, и ты чувствуешь, как тебе вот разве что куда-то в бок прилетает нож. И знаешь, так задевает больше кожу, нежели... То есть как ты понимаешь, что никакие важные органы не задеты точно, это неприятно. Однозначно ты получаешь одну отметку риска. Вы же видите, как нож бабочка, буквально как Стивен вонзает в Сэма нож. Стивен, хватит. Мы собрали доказательства, они есть у свидетелей на той стороне. То, что ты делаешь здесь, не изменит это, а лишь ухудшит. Ты уже пойман. Но если ты совершишь убийство, ты сядешь на пожизненное. Ты понимаешь это? Опусти нож. И все обойдется. Опусти нож, потому что все уже знают. Я об этом позаботился. Ты меня знаешь, Стивен. Соверши проверку. Крутости. Ну поехали, крутость 2 у меня. Сюда. Так, первый бросок. 5. Уже неплохо. Главное, не единицу теперь. 6! Так, а я обязан Хорош. был теперь, да? Еще два Обязан. раза, еще два раза. Еще один раз. Да, Почему? давай, Еще один раз ты Два был раза великолепен, кинул. да. Сколько, да, после вперед. 3. Ну это шестерка. Нормально. Живем. Это 6. Живем, Это- живем. Вы видите, когда ты говоришь Доминго, ты видишь, как Стивен просто... Сэм, ты видишь, как Стивен просто медленно вытаскивает нож из тебя дрожащей рукой. Он делает так, пошатывая слегка пару шагов назад от тебя в сторону, смотрит в сторону Доминго. Да, ты прав. Те и так знают. А все знают из-за... Он оборачивается назад, смотрит в сторону Кэс. Нет, не из-за нее. Он оборачивается на тебя обратно. А из-за кого? Скажи, Элисон, мы же так похожи. Именно потому, что ты заметил нашу схожесть, я хочу тебе сказать, что оступиться еще не значит упасть. Перестань делать то, что может тебя закопать. Давайте мы все разойдемся. И поверь, сейчас последствия будут не такими серьезными, тем более у тебя очень хороший адвокат. И вы видите, как он просто опускает голову, опускает нож, просто медленно ходит из стороны в сторону. Видите то, что в его голове происходит какие-то вообще решения раз за разом, и все просто молчат, ожидая чего-то. Сэм, у тебя была заявка? Сэм, да, как он пошатнулся назад, он схватился за бок, у него его бомбер и его белая футболка под ним просто окрашивается в кровавый этот потек, он зыркает в сторону волчат. Что они вообще делают? Видишь, как волчата сейчас не видят то, что все заходит слишком далеко. Они не знают, что им сейчас делать. Они растерянно смотрят то на вас, то на Стивена, то на друг друга. Что Что делает Кэс? Да.
Дакс. Кэс тянется в сторону рюкзака, который лежит у нее здесь. Я хочу кикнуть как раз Рокси на Какой-то Кэс, чтобы баллы. она... Да, чтобы она... Вообще, я хотела, чтобы она ей помогла подняться, но, видимо, теперь узнала, что там в рюкзаке. Мгм. А сама я хочу двигаться аккуратно в сторону Стивена, не угрожающе. Мгм. Самый, как его? За счет волков? Сцен, так сказать, на них что-то гаркет из разряда. Не хотите соучастия? Идите, бегите за пожарными полицейскими, скоро приедут. Видишь, Что как они переглядываются. Полицейские. Да-да, Не, не. полицейские! Да-да-да-да, пошел сюда! Мартин, Мартин, уходим отсюда. Ливаем. Видишь, они просто начинают сбегать через другую дверь отсюда. Мастер. Стивен просто смотрит им вслед, как они прибегают до Рокси. Стивен смотрит, как раз пока они бегут, и он смотрит. Я хочу начать двигаться в сторону Кэс, но я не буду бежать. Я буду просто как бы двигаться. Ты не сможешь пятиться. двигаться в сторону Кэс, потому что здесь вы, вот тут вы, здесь Стивен и по ту сторону Кэс. Она на другой стороне этого зала. Мгм. Ну, Ты можешь мне- попытаться прошмыгнуть мимо. я хочу это сделать. Как раз пока эти бегут, он на них поворачивается, и я с другой стороны... Вот что я Давай хотела сделать как раз. проверку. Давай проверь, я сейчас скажу, чего это будет. Проверка. Отбитость, наверное. Да, это будет отбитость. Это мое предположение было. Я не знаю, смогу Два. ли я этим действием помочь, на всякий случай. Но я подхожу к Сэму, я рву у себя часть лоскута ткани и хочу помочь ему перевязать рану. Может быть, Хорошо. на это действие отвлечется кто-то. Буду как я это делаю ему. Видите, как Я бы- Элисон... Параллельно с тем, как я хотела описать, что я приближаюсь ближе к Стивену, я хотела бы ловить его взгляд на себя. Не знаю, люди, когда вот в таком вот расстроенном, скажем, состоянии, активнее отвлекаются на какие-то... Боже... Короче, сложнее сфокусировать внимание на чем-то конкретном. Я как раз пытаюсь сфокусировать внимание его на себе, идя, расставив руки, поднимая их вверх. Как бы... Давай мы успокоимся. Ладно? Стивен движется в твою сторону, Рокси, ты начинаешь бежать в сторону Кэс. Щелчок затвора. Кэс поднимается на ноги и держит пистолет. Это даже не пистолет, знаете, это больше похоже на какой-то револьвер. Вот такой старый, знаете, скорее всего, у отца взятый или у деда, у кого-то еще. Вы видите, как она наставляет револьвер в сторону Стивена. Но она не делает выстрел. Она просто наводит на него. Да. Она очень сильно хочет. Чтобы остановить Кэс от этого действия, Рокси бежит и видит, как она наводит пистолет. И единственное, что ей приходит в этот момент в голову, это сорвать чеку с огнетушителя и начать в нее пылить этим огнетушителем.
я хуярю в нее огнетушителем, чтобы она как бы дезориентировалась, не видела и, короче, не смогла совершить этот выстрел. Может ли сам параллельно с этим понестись, просто сбить с ног этого идиота? А, Меня не сбей, пожалуйста. А что? Да ладно, давайте ладно. в порядке очереди, чтобы у нас не было 2 действия в один момент. Рокси, во-первых, я попрошу тебя сделать проверку отбитости, потому что это Мгм. прям отбитость. 5. Ты начинаешь пылить в сторону Кэс. Слышны несколько выстрелов. Она просто палит куда-то в пустоту. Это 5, поэтому это будет 1 бросок. Ни в кого не прилетают выстрелы. Они просто оказываются где-то в стене, разбивают стекло, что-то. Еще ты видишь, как она пошатывается назад. Буквально доля секунды есть. Она отходит чуть-чуть назад. Ты продолжаешь распылять. Сила огнетушителя Рокси на тебя пошатывает чуть-чуть назад. И так ты пытаешься устоять, удерживая ее. Сэм, ты действительно, ты отталкиваешь Доминго в сторону, начинаешь бежать, валишь с собой Стивена. Вы видите, как Кэс, она приходит в себя, откашливается и начинает плакать. Наверное, не подбегу, но подойду спокойно, когда ляжется дымка от огнетушителя. Скорее всего, у нас сидит на коленях, я думаю, да? Как-нибудь. Она сидит, знаешь, вот на попе, и на поджатых коленях у нее руки. И здесь лежит у нее... Обнимает колени. Мгм. Да. Я аккуратно подойду к ней, возьму у нее пистолет, достану оттуда магазин, передерну затвор. Нет, когда ты это тянешь руку револьвер. к Да. револьверу, она прижимает его обратно к себе. Она продолжает плакать, поднимает взгляд на тебя и спрашивает. Почему я должна отдать его тебе? Я Почему? улыбаюсь. На лице улыбка, хотя лицо Почему? бледное. Смотрю ей в глаза. Почему он имел право убить ее? Он не имел права. Лишь Бог способен карать людей за их грехи. Посмотри, каким чудовищем он стал, совершив убийство. В его душе поселилась тьма, которая гложила его изо дня в день. Неужели ты хочешь уподобиться ему, совершив месть? Ты готова взять на себя грех и погрузить свою душу в муки ада? Это не вернет тебе твою сестру и не избавит тебя от страданий. Не вернет сестру, но, возможно, спасет чью-нибудь другую. Я понимаю твой мотив. Я держу руку на ее руке, которая сжимает револьвер. Но это работа для полиции. Ты проделала огромную работу, чтобы вывести его на чистую воду. И если бы не ты, он бы и дальше ходил по этому бренному миру. Он и дальше представлял бы угрозу, но благодаря тебе он сядет в тюрьму. Ты сделала все, что в твоих силах, даже больше. Но это погубит тебя. Показываю в сторону револьвера. Если как в этот самый
мом- момент, зал, в котором оказываетесь вы, он начинает окрашиваться в цвета проблесковых маячков. Полицейские машины начинают подъезжать к школе, и свет от их мигалок начинает бить в окна и освещать тот зал, в котором вы находитесь. Видишь, полиция уже здесь. Его арестуют. И он ответит по закону за свой грех. Нет, папочка. Его отец все равно заплатит или залог, или найдет хорошего адвоката, на которого у меня никогда не хватит денег. Есть доказательства, которые были собраны не тобой, а моей подругой. И теперь у тебя есть свидетели. Сэм, ты удерживаешь Стивена на полу. Видишь, Да-да-да. как он переводит взгляд в сторону Эллисон. Так и знал, что ты. Эллисон? Что случилось тогда с Эмили? Видишь, Сэм, он уже не пытается вырываться. Он упирается затылком в половицы. Это было случайностью. Я не хотел ничего этого. Мы дружили. Я, Эмили и Майкл. Мы в шутку бесились здесь, оставались после уроков, и однажды я толкнул Эмили. И она упала затылком на один из столов. Это произошло в секунду, я не знал, что мне делать. Первое, что я побежал к отцу. Отец придумал историю с пожаром, он пытался спасти меня, чтобы хоть как-то сохранить. Не разрушать мою жизнь. Хотя, наверное, лучше бы так и произошло. Я скучаю по Эмили не меньше, чем ты. Он это кричит так в сторону Кэс. Она была важна для тебя? Да. Но, знаешь, он так нехотя говорит это, так, то бы слегка пытаясь вырваться из хватки Сэма. Почему ты ее толкнул? Я не специально. Она что-то сказала? Нет, я хотел подшутить над ней, просто толкнуть ее в шутку. Слегка, но она оступилась о что-то. На полу. И все. Я хочу Опять? верить. Надеюсь, что ты не солгал, говоря это. Какая разница, солгал я или нет? Все равно мне... Поверь, ты удивишься, когда узнаешь. Нет смысла нет лгать. Я лгал всю свою жизнь. Сколько себя помню. Он так откидывается назад. Снова. В это время вы видите, как врываются в кабинет
киты в актовый зал. Раньше полицейских? Нифига. Смотря вокруг, да, вы видите, как первыми врываются киты, и вместе с ними заходит миссис Хэллоуэй и мистер Хэллоуэй. Миссис Хэллоуэй привела китов, когда поняла, что вы идете в закрытую часть школы. Скорее всего, я видела дым, поэтому привела китов. Знаешь, я брошу взгляд на миссис Хэллоуэй и так посмотрю ее в глаза с ухмылкой на лице. Знаете, наверное, после всей этой херни мне не помешает разговор психолога. Она просто кивает так. Тебе. Как насчет Коротко. групповой терапии? Я на языке шутка вертится, знаешь. Но я, наверное, воздержусь такие места неподходящие. Друзья, Вы Вот. видите... не хочу вас отвлекать, но меня пырнули. Ты видишь, как к тебе подходит один из китов, они тут же помогают тебе удерживать Да-да-да. Стивена, один из них. Тебя пырнули? Блин, круто. А каково это? В это время подходит твой друг. Простите, я не помню, как мы назвали рыжего. У Рыженького. Рыжего у Как- нас как мы назвали? был полненький вратарь, а у Бобби. Рыжего... Бобби рыжий, Это вратарь был- китов рыжий. Да-да-да. Бобби, да-да-да, да. Бобби. Да, он не полненький, он такой, типа, крепкий. Ну да, крепкий, Ага. нормально. Да, вы видите, как подходит Бобби, он... Ну вы дураки, но вы хоть нормальные вещи спрашиваете. Ну, помогите Сэму. Отведите его к медработнице. Видишь, как несколько китов помогают подняться тебе. Бобби подходит к тебе. Все нормально? У меня толстая жировая прослойка, как у кита. Не умру. Наверное. Мгм. Он так похлопывает по плечу слегка тебя. После чего ты видишь, как он оборачивается на Элисона, так прокашливается слегка. Начинает идти в ее сторону, в твою, Элисон. Ты видишь, как Бобби подходит к тебе. С тобой все нормально? Тебе нужна помощь? Да, я в порядке. Меня даже ничто не коснулось. Это классно. Вот это... ему досталось, круто. да. Да, ему досталось. Тебя проводить на выход, то, вдруг что-нибудь еще произойдет. Соглашайся. Я смотрю на проблесковые маячки. Я смотрю на проблесковые маячки. Я думаю, уже ничего не произойдет. Ладно. Видите, как он отходит в сторону китов, киты такие, да ничего, да в следующий раз, ты просто подойди иначе, ну несчастный, ты тоже нашел, время. Они пытаются успокоить его хоть как-то. здорово. Рокси, наверное, уйдет вместе с китами, которые уводят Сэма. Да, знаешь, просто как Да, такой, я какое-то стоять между собой. время стояла недалеко от Доминго и Кейс, потому что стрёмно было, что она все еще с револьвером, а здесь все еще не оказался никто, кто бы смог ее обезоружить. Вот, поэтому когда, может быть, сюда уже зашли оперативники и подошли к ней и к Стивену, она наконец-то просто отпускает этот огнетушитель, который нас сжимало просто все это время, готова, если что, бить пустым огнетушителем по головам. Вот. Ребята слышат стук ударяющегося о пол этого огнетушителя, что она его бросает. И идет в сторону Сэма и китов. Угу. Хорошо. Тебя ранили, мой рыцарь?
Мне главное, чтобы вы, моя королева, не были ранены. Я тебя обнимаю. Он тебя обнимает в Всё, ответ. Я всё, весь всё- в крови. всё будет Я весь в хорошо. крови, не надо. Я тебя люблю, Рокси. Я так испугался. Ничего страшного. Я вон тоже огнетушители использовала. Ну, хоть тебя не пырнули, это уже хорошо. Ты была крута, я тобой горжусь. Спасибо, это все как ты учил правилам техники безопасности пожарной. Я Ну, увидела верно, дым потому и что взяла там ведь- огнетушитель. Перед этим я Да взяла топор. Элисон его Всё потеряла. вер- Ого, все верно. Правила ПДД, пожарная безопасность, первая медицинская помощь, залог. Спасение общества, ты молодец, я тебя люблю. Целую тебя в лобик. Ну, Сэм, наверное, уходит Тем вместе с Рокси, временем- которая просто висит у него на шее. Да. Тем временем Доминго, Элисон. Ну, Доминго уже возле Кэс, Элисон, думаю, подходит тоже. Кэс сидит, она так смотрит на то, как уводят Стивена. Она просто опускает взгляд вниз. Что мне теперь делать? Я прозвучу цинично, но иногда плохие вещи случаются независимо от нас. А вот создавать больше плохих вещей... наверное, это нехорошо. У меня не было выбора. Нет, выбор был. Ты молодец, что постаралась осветить эту ситуацию, но... Слушай, револьвер, мне кажется, перебор. Эй, психолог, я права или нет? Ты видишь, как миссис Хэллоу подходит ближе. А, ты Доминго! Я это не Боже, поняла, все, это да, Доминго. все. Психолог, Да, я да, да, понимаю, извините. я иду. Она, Не называйте меня она психологиней, так же заходит- она. Психолог, она заходит, я иду. она заходит в кадр, уходит такая обратно просто. Доминго. Ты называешь меня знаете, это психологом, я когда- резко простите, поворачиваю голову. Это когда даешь 5, и потом тебе не дают, и ты такой... Это вот так вот она. Да. Психолог, я не вам, она такая, да-да-да. Мгм. Мне послышалось? Или ты меня оскорбила только что? Какой я тебе психолог? Фу, ужас. Лучше профессии не придумать на свете. И причем я говорю это повышенных так, чтобы месяц это слышал. Поворачиваюсь потом. Да. Я думаю, вряд ли она сейчас слышит, потому что она общается с полицейскими, которые пришли. Она дает вам будто бы немного времени разобраться и пока что берет на себя полицейских, которые пришли. Ну, если опустить шутки, то, конечно, Элисон права. И даже нашла слова лучше, чем смог найти я. Лучше бы я не сказал, это правда. Вот, но есть еще кое-что, что я обнаружил. Ухмыляюсь, смотрю прямо в глаза в КС, говорю: слушай, ты проделала реально большую работу для того, чтобы вывести наружу всю подноготную наших одноклассников. Но вышла небольшой казус. Дело в том, что ты нарыла информацию на Джессику, а платформа быстро пост снесла, и мало кто это увидел. Может быть, я ни на что не намекаю, конечно, но может быть, у тебя еще где-то сохранился тот грязный секрет, что ты на нее нашла, а? Подмигиваю ей. Видишь, она вытирает нос, шмыгая. Да, она тянется рукой к рюкзаку, достает оттуда ноут, открывает ее, и вы видите фотки, где у Джессики большая распечатка из листов А4 Сэма, с которой она фоткается, там якобы целует его в щечку и всякое такое. Я, заметив это, я показываю Элисон, глянь, я вообще не могу в это поверить. Это хуже, чем мое предположение. Я предлагаю сделать розыгрыш.
Кэс, ты Нет, где? давай не будем. Тише, Я у меня думаю, шикарная надо идея. сжечь. Я смотрю на нее, именно на Кэс. Ну, решать тебе. Она Так, а что за смотрит идея? она смотрит на тебя, Доминго смотрит на револьвер. Мне кажется, я буду недоступна некоторое время. Жаль. Но если вдруг что, пиши, ну, в первую очередь Элисон, во вторую очередь мне. Потом, конечно, Рокси и Сэм. Если потребуется помощь, Хорошо, если как только... захочешь пообщаться, обсудить, мы будем рады. Да, хорошо. Ты видишь, как подходит полицейский, он смотрит, говорит: «Револьвер чей?» Видите, как Эс бросает взгляд на вас, после чего он произносит: «Мой. Пойдемте со мной». Видите, как Кэс, она просто осматривает вокруг актовый зал. Видите, как она произносит тихо: «Прощай, Эмили». И в этот момент ей заводят руки за спину. Слышите, как щелкают наручники. И Кэс выводит. Господин полицейский, я бы хотела дать показания, и я показываю ему выключившуюся несколько минут назад запись диктофона. Я думаю, что это поможет разобраться в данном деле. Я передам, если это детектив здесь, я думаю, Это- сержант. Это просто Полицейский, скорее всего. полицейский, но он произносит: «Пойдемте, я отведу вас к детективу». Я озвучу так метагеймово, что я передам дневник с расследованием Бет детективу. Хорошо. Хорошо. И можно потом сценочку небольшую, когда все остальные закончат. О, конечно. У всех будет сцена. Вот, но сперва я хочу начать, чтобы это была сцена Элисон. Ты уже стоишь где-то за пределами школы. Видишь, как учеников на машине забирают родители, и у тебя начинает звонить телефон. Алиса. Ты видишь там номер матери. Полагаю, это как раз после того, как я успела пообщаться с детективом. Да, как ты ему передала, все, мы просто не будем отыгрывать Да, прям всё, потому что да, процесс и конечно. так понятный. Мгм. У тебя просят все, закончится все тем, то, что уведут еще и также в наручниках и мистера Блэквуда вместе с его сыном. Как подозреваемых. Я бы хотела еще, когда уводят Стивена, научись справляться с гневом. И тогда, я думаю, жизнь станет чуть менее... Как я там выразилась? Боже, я забыла, как я там выразилась в отношении к нему. А. Дискомфортный. Чуть менее дискомфортный. Видишь, как он усмехается слегка под нос себе, после чего его за голову сажают в полицейскую машину. Тебе звонит телефон Элисон. Видишь номер матери. Поднимаю трубку, отвечаю. Ты слышишь: «Алло, Элисон. Ой, с тобой все хорошо? Я смотрю местные новости. У вас там какой-то ужас происходит, какие-то выстрелы, что-то еще. Тебя забрать, все хорошо. Я уже выезжаю. С тобой все в порядке?» Я в порядке. Забирать не нужно. Уже все закончилось. Полицейские прибыли довольно быстро. Я не пострадала. Слава богу. Слава богу. Слушай, я... Все, давай, ты хочешь, и если тебе здесь не очень нравится, я переведу тебя в другую школу.
Нет, мам, я останусь здесь. Ладно. Я все Не равно... переживай. Хорошо. С тобой точно все хорошо? Да, уровень образования здесь, конечно, не тот, но в целом, знаешь, за сегодняшний день я поняла, что образование не так уж и важно. Ладно. Звони мне, если что. Я заеду, куплю молочный коктейль. И наггетсы. Ты слышишь, как она просто пытается как-то справиться с этой маминой тревогой, и ты слышишь, как она... Все, пока. Люблю. Захвати еще вкусняшек Вивьену. Обязательно. До выходных. Выходны. И она бросает трубку. Я убираю телефон, который за сегодняшний день был использован больше, чем, кажется, за последнюю неделю. Мгм. Смотрю меланхолично на стены школы, откуда-то еще развиваются остатки дыма. Да. Повезло выбрать место, которое... такое. Дискомфортное. Ты видишь, как к тебе сзади подходит Мия и Оливер. Мия — это та девочка, с которой вы хотели Да, я работать. помню. Вот, а Оливер — это просто местный шут. Мгм. Они подходят, Оливер шутит в своем репертуаре. Такое здесь происходит каждые 2 года. Мия Ты подходит шутишь. тоже сзади, смотрит на тебя. Ну, кстати, насчет периодичности он очень даже прав. Но всегда по-разному. По большей части все заканчивается хорошо. Я думала, вы уже дома. Мы не пропустим тусовку. Тем более такого Ага, характера. тусовка, конечно. Нет, они про тусовку здесь, они не про Грантейл. М. А ты убегала, только пятки сверкали. Тебя Рокси приглашала с нами на тусовку. Мне было страшно. Да и на тусовку Мне уже тоже. видишь, как Мия смотрит в сторону полицейской машины, где увозят Стивена. Да уже как-то и не хочется, если честно. А, точно. Я достаю из-за спины уже привычный, пригретый циркуль. Хорошо, что не пригодилось. Однако теперь я буду всегда с собой носить циркули. Да, знаешь, я, пожалуй, тоже. Мы собираемся пойти в кафешку недалеко отсюда. В этом... Гринвее. Пойдешь с нами? Думаю, что я хотела бы позвать, наверное, свою банду. У тебя теперь есть банда? На тебя смотрит Оливер с такой улыбкой. Знаешь, от тебя это страннее всего звучит. Да почему? Потому что ты Оливер. Резон. Ладно, мы тогда пойдем. Мы будем в Гринвее на фудкорте. Подходите, мы вас тогда ждать будем. Ну, когда с Себом Да. закончат, если ему есть можно будет. Я думаю, ему все равно. Думаю, даже если его машина собьет, машине больнее будет. Я дождусь их здесь, и мы вместе придем. Мы будем ждать. Видите, как они начинают двигаться в сторону торгового центра. В этот момент, наверное, к тебе до бинго ты видишь, как Элисон стоит здесь, возле
во внешнем дворе школы Милстоун учеников также забирают родители, полицейские общаются с кем-то, с учителями и прочее, прочее. Видите, как м, мистер Рид успокаивает учеников некоторых, которые плачут здесь. Вот. Ходит такой, да все будет хорошо. Не переживайте. Это тот, который уборщик. Его не уволили, это хорошо. Его не уволили. Я подойду к Эллисон. А у тебя неплохо подвязан язык. Не думала пойти в педагоги? Не предлагаю становиться психологом, потому что это ужасная профессия, худшая на свете. Вот, но педагога Это я это слышала. уважительно. Да. Нет, знаешь, до того, как я пришла сюда, я думала, что это отвратительно, что я, похоже, умение вовремя найти слово. Наверное, в некотором роде дипломатия. Этим я похожа на отца, и это я в себе ненавидела еще часа 3 назад. Но теперь, кажется, это не так уж и плохо. Многие из нас ненавидят те черты, которые мы в себе находим и связываем с родителями. Если с родителями отношения, конечно, плохие. Важно признать, что это твои черты, а не черты родителей. И принять их. Пожалуй, что так. Признаться, я думала, что все, что нужно для жизни, дает образование, хорошая школа. Но эти 2 дня показали, что куда важнее те, кто рядом. Одно другого не исключает. В этом и прелесть Милстоуна. Слушай, миссис Халлоуэй, Рокси сказала, что в вашем диалоге она была подозрительной и странной. Она даже назвала ее как там отбитой или что-то в этом духе. Но мне кажется, что это было поспешным решением. Нет. Во-первых, она психологиня. Это уже все. Тут можно точку ставить. Вот. Во-вторых, у нее были мутки с директором. И, судя по всему, она знала о том, что сделал ее сын, и выгораживала его. И также она знала о том, что мистер Рид знал и информацию, и мог навести полицию на след ее сына. Поэтому, судя по всему, он был у нее на крючке. Либо она пригрозилась увольнением, либо все. Не с хорошей женщиной. Хотя материнскую заботу понять могу. Она не Если я правильно. мама, Нет? если что, Блэквуда. Просто Она не там мама же- Стивена. А, Да, там Странно, мне Хэллоуэй такое историк, мясо такое- У них ее муж просто роман. историк. мгм. Что, Да, роман? и муж историк, да. Сейчас, Я- когда ты поворачиваешься в сторону мисс Хэллоуэй Доминго, видишь, что она беседует с полицейскими, и кажется, больше всех выгоды здесь поимела она. Потому что видишь, как ей передают папку с делами директора. Блэквуда нету, кто же будет директором? А. Не, значит, Ну, я ладно, беру слова ошибся. назад. Ошибся в своем анализе. Я что-то был не совсем прав. Но Ты она все равно смотришь мудак. и такой, а. А. Да-да-да. А. Наверное, я слишком запутал свой ход мыслей. Но почему она или кто-то еще закрыл крыло за нами с Рокси? Это я не видел. К сожалению. Но, может Да, быть, это попросить... видела я, и вот рассказываю тебе. Может быть, попросить Кэс взломать камеры видеонаблюдения и посмотреть, кто закрыл дверь. Это потребует времени. Ей нужно закончить свои дела там, куда ее сейчас везут. После того, как она закончит свои дела, у нее будет пуста в душе, и ей нужно найти занятие.
Нам бы с ней затусить. Хорошая девчонка. Еще одна запутавшаяся. Кстати, о запутавшихся. Нужно разыскать Рокси и силком затащить ее в больничку к Бет. Ну или не силком, а придётся назад. Думаешь, потребуется силком? Она хотела уже сегодня. Да, это я ее отговорила. Ну, надеюсь, не помирится. А потом и я заскочу уже после Рокси. Есть у там делишки некоторые. Я просто Что ж. киваю. Мгм. Пока Элисон и Доминго ожидают самой Рокси. Там Рокси, вы в палате медсестры. Она заканчивает перевязывать Сэма. Ничего важного не задето. Будет побаливать некоторое время, пока будет заживать. Я схожу в кладовку. Там должны были оставаться хорошие обезболивающие. Точнее, рецепт. Я его тебе дам, потом купишь в аптеке. Она уходит куда-то. Вот, а пока что выпей вот это. Она дает тебе таблетку. Это тоже, наверное, какое-то обезболивающее или еще что-то. И она выходит из кабинета, смотрит на тебя, Рокси, ты снаружи ждала. Можешь заходить с ней, все нормально. Я скоро приду. И она выходит. Спасибо. Она заходит к тебе в палату. Но ты как? Видишь, он лежит. При смерти. Знаешь, с солдатиком при смерти, вот так в ладони вместе, и в ладонях букет. Типа, все, отпивайте. А что это такое? Если ты к нему подходишь, вот так просто молча, так тебе руку протягивает. Один цветок сломан оттуда, грустно падает. Это вам. Он открывает один глаз. Он мне все это время был за Спасибо. поясом. О, это он защитил тебя от пули. Ну, как я понимаю, пуля в него попала. Но он был сильным. И мы, Да. ну, в общем, да, вот, это тебе. Да, ты так же водишь, лежав на кушетке. Это так мило. Ты же знаешь, что Нет. про счетчик это я все пошутила. Да я знаю, да я тоже в шутку, так сказать, начал решать эту проблему. Ну, ты понимаешь, что аккаунт этот взламывал всякие секреты. Вдруг какой-то у тебя был секрет. А я терпеть не могу Джессику. Понять могу. Но от меня, моя королева, никаких секретов нет. Ну, батя мой алкаш. Финансовые проблемы у меня серьезные. Дед у меня... Ой-ой-ой. Мне мозги пилит. Я знаю, А тебя Сэм. мне... секретно. Ну, знаешь, он протягивает руку, чтобы ты этот самый... Чтобы тебя обнять, когда он лежит на кушетке. Я так аккуратно к тебе, чтобы не коснуться там этих бинтов, которые у тебя. Присаживается рядом там на этот стульчик, который рядом стоит с кушеткой. Я видела, что ты не высыпаешься и много работаешь. Подозревала, что ты, видимо, сверхурочно что-то делаешь. Почему ты не сказал мне, что у тебя сложности? Ну, понимаешь, это... Скажу честно, я волновался, что это может быть вызвать какие-то проблемы поначалу. А сейчас как-то я не думал говорить, потому что как-то я справлялся. Тут, видишь ли, в чем дело, тут конфликт семейный. У меня с дедом. Они хотят, чтобы, ну, дед же у меня, ты знаешь, он крутым игроком НХЛ в свое время. Меня Да. пилят.
но я не хочу принимать его какие-то подачки, вот это вот все. Так что пытаюсь справляться как-то самостоятельно. И я знаю, что если я хотя бы чуть-чуть сдам назад, то на меня давление еще усилится. Так что, знаешь, чё ты, дед, старый маразматик. Извини меня, что я утаивал. Видимо, я тебе сейчас только что соврал, что никаких тайн у меня от тебя не было, хотя Да, да, вроде да, как так это и было. уже Да. дураки. Ну, Из- ничего страшного. Просто боялся меня потерять. Наверное, больше применить. Я тебя люблю, Рокси. Ты меня ничем не Ты не обременил бы. испугалась? Я тебя Ты тоже же не сильно люблю. испугалась. Нет. У меня был огнетушитель. А у Эрисон циркуль. Мы были непобедимы. Хорошо, что она его применила, а то это уже была бы мокруха, и в наручниках была бы и она тоже. Скорее всего, она бы устроила иглоукалывание максимум таким лезвием. Мы уж с тобой про лезвие-то разбираемся. Вот если бы я коньки свои захватила, которые на тренировку были в шкафчике запасены, вот это было бы опасно. Это да. Ты суровая. Спасибо тебе. Да все. Я очень испугался, думал, что вы там вместе с Алисом еще и на нож напоритесь, на какую-то движуху непонятно. А вы храбрые пробежали Мгм. вперед. Мы тоже напугались, но там нужно было решать быстро. Ну и по-королевски. Кто мы такие, чтобы Ну, как бы- бросать своих подданных в трудной ситуации? Ты ж моя королева. Знаешь, вы поднимаете, что начать себя вот так вот миленько, вот так вот целовать за щёчку. Слушай, а мы не в той ли больнице, где сейчас Бет? Вообще мы типа в Медицинском медпункте королевской школы. школе. Я предположу, Да. что... Да, вы в корпусе в школе. Да. Да, Все да. хорошо. Слушай, мне Элисон сказала, что рано будет ехать к Бет прям сегодня. Ну, тем более много событий для сегодня. Я думаю, отправить ей какой-нибудь подарок. Нет, Если мы... она захочет со мной поговорить, она, может быть, примет это как знак, что я бы хотела. Нет, можешь не волноваться, моя королева. Я, как ваш королевский посыльный, передаю вам сообщение от нее. Мы с Доминго ее успели посетить до того, когда к вам заехали. Она хочет тебя увидеть, она тебя ждет. Потому что это Доминго, Правда? но это уже личное. Правда? Да, Хорошо. Доминго вообще ловелас. Хорошо, ладно. Да, я смотрю на СМИ. И вот Бет. Кто следующий? Интересно. Рокси, наверное, на фоне всего этого забирается просто к тебе в эту кушетку, ложится рядом с противоположной стороны от твоей раны, естественно. Тебя приобнимает, как большого медведя. Главное, что мы выжили. На ближайшие 2 года мы в порядке в нашей старшей школе Милстоун. Ну, кстати, в следующем году я выпускаюсь уже. А ты в этом. Да. Надо сезон добить. Надеюсь, рано не помешает. Я считаю, эта медсестричка-то долго. Слушай, ну ты и больше раны на хоккее получал так-то. На, синяки. Все Вы будет видите, как нормально. буквально спустя... Да, вы видите, как спустя некоторое время приходит медсестра. Дает обезболивающее Сэму Рокси.
покидают школу, Элисон и Доминго пересекаются вчетвером. Наконец-то, скорее всего, через несколько дней всю эту группу можно будет увидеть снова сидящими на трибуне, болеющими за китов во время очередной игры, которые, возможно, пытаются замять то, что произошло в школе, или действительно всему Милстоуну нужно немножко прокричаться на какой-нибудь спортивной игре. Однако дела пойдут своим чередом. Рок и Бета не обязательно помирятся. Все-таки такую дружбу маленьким конфликтом вряд ли можно разбить. Доминго вернут долг. Гарантированно. И, возможно, можно будет приметить Доминго и Беттани в том же самом фуд-корте, куда ходят все, распивающими молочные коктейли. Элисон явно привыкнет к новому месту. Все-таки дом там, где друзья, а у тебя их хорошо получается заводить. Ну а Сэм будет рассекать лед, и думаю, то, что рассказал правду Рокси насчет его положения, думаю, то, что Рокси не оставит это без какого-либо внимания, даже если сам этого не хочет. Однако 2 недели спустя. Доминго, ты дописываешь уроки. У тебя открыто окно, дует ветер. Просматриваешь телефон, откладываешь его в сторону, понимаешь, что уже поздно. Собираешься спать. Бз-бз. Проверяю телефон. Ты проверяешь телефон. Сообщение от неизвестного. Не отображен ни номер, ни название. И в этом сообщении лишь одна эмоция смайлика. Это же убийца! Это Митя на всю хату. Вы видели, как у нас практически синхронное сознание? Да, еще Есть, ну, такие смайликом. убийцы. Нет, это все-таки слэшер. Нет. Да, это тот самый убийца смайлик. Тош, Ой, я не хочу это говорить, но наша буквально, скажем так, тестовая проба Милстоуна закончилась. Ой, это было очень круто. Это было безумно круто. Я не хочу заканчивать. Я не хочу заканчивать вообще Милстоун. Не знаю, мне кажется, Милстоун обязан вернуться. Вот мне такое ощущение, то, что он заново. Всем просто привет. must have. Он обязан вернуться, да. Да, всем привет. Мы отойдем на перерывчик буквально на 5-10 минут, правда, быстро. Я буквально перекурю, ребята придут немножечко в себя. Мы придем и обсудим все, что вообще было, потому что, честно, я будто бы как какой-то фильм глянул. Вот Да. у меня не было ощущения, что это игра, это было ощущение, будто бы как вот мы глянули просто фильм. Вот, вместе. Вот. Абсолютно. Здорово. Вот. И причем сыграли по времени тоже хорошо. Прям уложились вот как надо. Нету ощущения то, что мало, и нету ощущения то, что сильно долго. Ну все. Абсолютно. Мы на перерывчик. Целую. Переключайтесь. Бай. Да, не переключайтесь ни в коем случае.
Miss American Angel, you put your faith in me. Miss American Beauty, I'd wait my life to see. And when you come back, will you remember me? Miss American Angel, I miss the way you stare. A motion picture in your eyes, your story's still to share. I'd give it all to prove to you I care. Would you believe me if I call? Would you know it's me at all? Fly away from me, run away with my emotion. City miles above the ocean, on a plane that takes you home. Fly away from me, run away with my emotion. City miles above the ocean, on a plane that takes you home. Miss American Beauty, you need an honest guy. Maybe I'm not an angel, but I sure as hell will try to give you everything. Эй, И мы вернулись. Всем привет. We are back, we are fucking back. И перейдем к обсуждению. Я хочу взять... Мастер, Мне подарили прежде кубики, чем когда я был в обсуждать. Питере. Донаты. Донаты. Как в том видео. Донаты. День флешбэков. Зачитывайте, пожалуйста, кто-нибудь. Натали. Are you... Как, тебе неудобно? Ага, окей, окей. Я могу зачитать. Там котик тоже хочет. Смотрите, это сейчас буду озвучивать котика, который зачитывает наши донаты. Мне удобно. Итак, он говорит: если все же окажется, что вы в ремейке фильма «Факультет», то это вам на призыв Джоша Хартнета. Балхорн отправил 1000 рублей. Спасибо. Спасибо. большое. Это модно, Спасибо огромное, зачитал. Булхорн. Я так вот зачитал, конечно. Вот, что? Переходим. Я хочу похвастаться. Мне подарили очень классные кубики из эпоксидки. Они очень легкие. И у них золотые вкрапления внутри. Вау. Там они О. красивые такие кубики мне подарили. Да, вот такой вот коробочки. Вот это питерские кубики. Мне их подарили в Питере. Вот я передаю питерские кубики, я передаю Элисон, Наташа. К сожалению, у меня нет кита-говорения, так как кит ушел. Но я дошла пингвина-говорения. Это пингвин-говорение. Он из пластилину, как он легкий пластилин, короче, это вот посидит тут пока. Нет, не удалось. Что ж, окей. Спасибо игрокам, спасибо мастеру за классный тушот, модуль на 2 сессии, да. Вообще классная история. Блин, здесь я сейчас разрываюсь между тем, чтобы много сказать, и тем, чтобы оставить остальным тоже, чтобы что-то могли сказать. Блин, как-то надо усидеть между этих 2 стульев. Правда, очень много кинематографичных сцен, очень классных разноплановых сцен сегодня было. Как на перерыве было сказано, это правда ощущалось как кино, это ощущалось как какой-то продукт, у которого есть полноценный сценарий. Я имею в виду, что прописанный не только типа часть мастера, но прописанные часть игроков, и мы как будто бы все очень так слаженным каким-то механизмом все это рассказали и показали.
Очень сильно везло с кубами сегодня, очень сильно везло с кубами, надо признать. Всего одна... Ну, я, конечно, понимаю, что здесь, типа, система и сеттинг оправдывает, что нет, это невысокая летальность и все такое. Вот, но мне кажется, что вообще единиц сегодня было супер мало. То есть статистически как будто бы их должно быть, ну, несколько больше. Вот. Поэтому нам супер повезло в этом смысле. Мы успели здесь в перерыве обсудить, что да, это действительно психологиня закрыла закрытый корпус тайный. Но мастер не рассказывает почему. И нам, конечно же, всем очень интересно. Вот, но посмотрим, удастся ли когда-то раскрыть эту тайну. С таким-то клиффхенгером вообще-то. Вот. Что еще сказать такого и не оставить другим? Очень прикольные, мне понравилось взаимодействие между персонажами. Хоть у нас в первой части мы практически попарно взаимодействовали, да, то есть у нас было мало именно командных взаимодействий, было больше именно попарных, но к финалу вот эти вот все общие сцены, вот этот финальный... где мы в актовом зале, да, по-моему, были вот это вот финальное с Кэс, с Стивеном и волками, боги. Волки вообще бедолаги, реально, просто всех подряд их использовали. Бедолаги, просто рандомно убежали. Как они, кстати, убежали из закрытого корпуса? Вопрос. Вот. Подумайте об этом на досуге, подумайте, я подумаю. У Через меня окно такой разбитое. вопрос назрел. Через окно закрытое, разбитое. Ну да, вероятнее всего. Если, мастер, ты что-то хотел сказать вслух, у тебя был выключен микрофон. Ты не хотел? Как всегда, в принципе. Так же, как и Доминго и Сэм вошли, так же они вышли, блядь, что там. Что Ну там да, думать? да, Там да. там был готов выход, типа, выходите, убегайте, там. Окно выбили, вынесли. Да, что логично. Согласна. У меня на самом деле, как у Элисон, создалось ощущение какой-то жалости к Стивену. То есть мне в этой истории было, правда, жаль Стивена. Он жертва обстоятельств, жертва своего отца. Вот. Хорошо, что нам удалось, я надеюсь, что нам удалось, типа, как-то смягчить и расставить какие-то точки над «и» во всем этом расследовании. Потому что, ну, столько лет это дело не трогали. Очевидно, сейчас детективам будет непросто разобраться с происходящим. Вот. Очень классно, что в первой части я с этим диктофоном, и потом во второй части, как она тоже очень хорошо легло, вообще тоже абсолютная синема случилась. И у нас при этом есть доказательства, как... То есть я за Элисон, естественно, передала и первую запись, и вторую детективу. То есть у него есть полная картина всего того, что было сегодня записано за этот длинный день. Вот. Еще этот звонок матери. Ты как? Я по телефону. Вот это вот все. Жесть. Жесть. Ведь мне хочется ее осудить. Типа, почему ты еще не здесь, не приехала, если ты смотришь телек и переживаешь? Нет, она звонит. Ну ладно. Вот. Что, не хочу... Блин, я могу еще на самом деле много говорить, но не хочется сильно затягивать. Вот, спасибо вам за эту классную игру, проделанная работа чувствуется как от мастера, так и игроки, которые наполнили своих персонажей смыслом и вот этими эмоциями. Вообще, как мы сегодня с Рокси, просто реально Dream Team, команда, вообще практически без слов друг друга понимали и подхватывали. Вообще, очень замечательно получилось. Блин, в чате, я помню, что я хотела что-то в чате у нас было... Я умная. Ладно, я, наверное, сейчас уже не вспомню. Когда-то вспомню, наверное. Может быть, если повезет. Вот. Будет классно с таким клиффхенгером вернуться в эту историю, вернуться, не знаю, этими персонажами или другими, но это определенно мир и система приятные к игре. Вот еще что дополню. Рекомендую, в общем-то.
Роди, думаю, расскажет уже в своем слове, где можно будет найти систему, почитать и все такое. Вот, когда там какие-то анонсы, когда там какие-то штуки по системе. Вот. Так что ждите, подписывайтесь везде, где надо подписаться. Ну, оставлю, повторюсь, это Роди, ему виднее, где искать, и где оно будет обновляться, и когда. Вот. Передаю пингвиноговорение раненому нашему сегодня Сэму, тому, кто принял на себя удар, смягчил его как мог своим китовым этим подшкурком. Что, принимаю слово. А чё я принимаю? У меня тут вот здесь как раз это самое очки говорения Сэма. Буду не очень многословен, потому что я прямо чувствую, что подыхаю. Мне надо отоспаться хорошенько после рабочего дня хорошего, после такой чудесной игры, которая мне сильно понравилась. Чувствовала, конечно, что я уже под конец начинаю сдуваться, как раз таки за свое состояние, поэтому, возможно, не так хорошо вышло отыграть какую-то личную сцену в конце битпункте Мистер Сокси, поэтому заранее извиняюсь, но зато все другие взаимодействия были просто прекраснейшие, и даже несмотря ни на что вышло очень все красиво и лампово, ну и даже... Ну и сам тоже такой, типа, я тебя никогда не вру, королева, но ты же мне буквально врал. Дурак, извиняюсь. Так что да. С этого самого момента. Да, с этого самого момента. Поэтому он такой, типа, не, тяжело. Самое главное, извиниться, признать свою виню. Как-то, так сказать. Вот поминайте, парни. Все сегодня были прекрасны. У нас была хорошая детективная история. Я предполагаю, что и видел, что Люси сегодня было просто невероятно интересно и весело, когда он все это дело погружался. Очень понравилось мне играть с Люсей. Впервые мы с ним играем полноценно, как и с Катей тоже. Мы просто ходу с первой сессии прям сработались очень круто, очень классно. У нас все выходило мега круто. Ты со мной в Киберпанк играла, с Наташей, наверное... с Наташей в Ну, Кавалерию. вот видите, я самая Ну и больная всё. башка, типа, вот сижу, я уже, как его, все, я уже не фунгую ни хрена, извините. Что там. Наташа играла в Кавалерию, да, поэтому с Люцифером понравилось тоже играть. Да забывайте сам больше ничего. Мастера впервые, вот. М? Вот что, вроде как у мастера. стриме. Впервые на стриме. На стриме, да, блин, Катя за меня сегодня. Сейчас думаю, я просто подсказывать, что говорил большое тебе спасибо, просто забота, она всегда пашет, всегда она всем помогает, она всех заботится, большое тебе спасибо, Катя. Вот. Большое спасибо тебе, мастер, вроде привел. История была очень классная. С удовольствием я потом пересмотрю. У нас был и экшен, и разгадка. Пока что лучший по мемности энкаунтер — это энкаунтер с клятым кошаком. Это было просто замечательно, но Люцифер с гордостью. Потому что, боюсь, если бы там был Сэм была бы жопа. Его бы просто съели, как рыбку. Извините. Да. О, не. Да. Вот. Стикать не буду. Большое всем спасибо. Я передаю в этот раз... Думаю, что возьму очечки. Нифига! Это расческа говорения. Я передаю королеве, императрице. И в игре, и у нас на LSDS Club Рокси. И Кате. Да. О май гад. Я принимаю. Сейчас, смотрите, внимание. Я так, забираю оп. у мастера О. чехольчик с клуба. Вот, и один сегодня D6 как раз использовался на игре. Вот, у меня тут такие вот красно-черные вампирские кубы. Это мне подруга подарила как-то на Новый год. Ой. Вот, и там такие вот драконы, какие-то символы, короче, очень красивые кубы. Вот, поэтому это просто вот одно. И я увидела у мастера такой чехольчик, кофр для этих кубов, подумала, ну все, ну это то, что нам надо.
Спасибо огромное за игру. Вообще супер волшебно мы провели это время и эти 2 сессии. Катя Нам очень действительно... давно хотела в Милстон вообще. Она, мне кажется, раньше всех вообще узнала о том, что есть Милстоун, раньше всех. И она Да. очень долго хотела сыграть. Да. И у тебя еще, по-моему, был дизайн, кстати, документа, я помню даже. У тебя был первый дизайн документа какой-то розово-черный, розово-фиолетовый, какой-то вот такой, короче, это был. И я тогда записалась на первый плейтест, он не состоялся. И у меня был концепт персонажа, чтобы вы понимали, я прочитала книгу, которая такой... вообще, я, кстати, даже помню автора, Эми Харман, Double Kill, бесконечность +1. От Эми Харман. Не отрубила меня, удивительно. В которой главный герой в современные Бонни и Клайд в Америке. Вот такой вайб. И я прописала персонажа тогда на тот плейтест для игры Роди, что у меня будет она вот что-то вроде Бонни. И типа ее Клайда не стало, и, короче, это была ее тайна, что вот их искали там по всей Америке и так далее. Ну, короче, вот что-то такое, что она такая тихоня с супер темным прошлым, вообще вот в тихом омуте черти водятся. Вот. И мне тогда, когда я пришла на этот плейтест, мне дико хотелось королеву школы, но ее тогда уже взяли. Я так рада, что здесь мне удалось таки взять королеву школы, это корона в голове. Вот, и я дико кайфанула на этой роли. Я надеюсь, что мне удалось это все воплотить, правда. И вот сегодня, я сегодня прям почувствовала, что вот даже действие, типа вот ты когда вот этот вот эталон, на который равняются, ты должен во всех ситуациях оставаться вот... Это и прешер дополнительный, конечно же, на человека, но в то же время ты должен оставаться вот этим вот тем, кто не всех спасет, но что-то вроде будет сохранять бдительность и действовать. И вот этот момент, когда она разбивает чисто стекло, чтобы достать молоток и огнетушитель. Это моя бутылка, если что, стакан воды. Вот, поэтому это просто имба жесткая была для меня, и я очень рада, что получилось реализовать это все. И я так и знала, что мы с Элисон попремся в самый, так сказать, замес, пока наши мужики будут где-то хрен знает где. Ну и, типа, будем как-то мы с этим делом справляться. Мне очень понравилось. Кошками воевали. Да. Кто-то с котами воевает, а кто-то и с мопедами потом, а кто-то с реальной угрозой. Сори. Короче, было круто. Было очень атмосферно, было очень напряженно. Вот, и как Роди говорил, что он мастер, который любит вызывать яркие эмоции у игроков. Мне кажется, это сегодня было. И на второй игре совершенно другие динамики между персонажами, даже между мной и Сэмом, как вот эта наша парочка. Даже сейчас вот у нас была другая динамика, мне кажется, отличающаяся от предыдущей сессии. Вот, и очень хочется, правда, вернуться с этими же персонажами в следующий раз, чтобы продолжить их историю, потому что, мне кажется, мы не наигрались еще за них, и нам еще есть что за них рассказать. Поэтому, если у мастера позволит его история, мне кажется, это было бы круто. Как раз раскрыть все те тайны, которые он заготовил. Вот. Мы посмотрим, друзья мои, как вы будете вот это все воспринимать, принимать, смотреть. Пожалуйста, смотрите, потому что нам хочется продолжить. Да, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь со своими бабушками, дедушками, которые любят детективы, сериал «След», все вот и туда. Дяди, тети, ну все, кому будет интересно сидеть и переживать вместе с нами и строить конспирологические теории. Вот. Я благодарю ребят за взаимодействие вообще, за те наши химии, которые произошли. И было круто, правда. Мне очень понравилось. Мне кажется, каждый из нас реализовался по-своему. Вот, и мне нравится, что у многих из нас закольцевалась наша история. Так получилось, что у меня моя тайна закольцевалась вместе с Беттани. Я очень рада, что так все повернулось. Вот. Тоже, чтобы оставить что-то, какое-то слово Артему, потому что всегда так получается, что он последний. Завершу тем, что я благодарю вас вообще за эту игру.
было очень круто, и я очень жду возвращения. Особенно благодарю Родю, как мастера нашего, за ту историю, которую он нам сегодня создал. Вот. И надеюсь, что все, что мы сегодня натворили, мы, знаешь, как бы мы бы тебе в любом случае не разрушили игру, потому что ты мастер импровизации в том числе, но что мы тебе ее смогли приукрасить так, как вот хотелось бы. Вот. Поэтому на этих словах я передаю коробочку, которую мне передал мастер, которую вот я передаю теперь в сторону Артема. Артем, И я забирай. принимаю самую подходящую вещь, которую только можно достать. Что же это? Что же там написано? Чего смотришь? Смотришь. Закарио спикинг. Закидару О спикинг. май гад. Закидка чаю. Это лучше speaking. просто. Да. Что ж, не найдется в русском языке, в русском словаре слов, чтобы описать то, насколько я восхищен сегодняшней игрой. Это абсолютное кино. Одно из лучших приключений, которое у нас, в принципе, было на канале. Одно из лучших приключений, которое, в принципе, я играл в жизни. Вот. И Доминго один из лучших персонажей, который я отыгрывал. Вот настолько он мне нравится в него играть, в него вживаться, что я буквально лезу в каждую дырку затычкой. Вот. Я понимаю, что это не совсем хорошо, но я ничего не могу с собой поделать, потому что я понимаю, что я могу его впихнуть везде просто. В каждой сцене я за него могу отыграть и сделать какой-то контент. Вот. Но я в последней сцене такой думаю, блин, я уже хотел. Вот, когда девчонка подняла пистолет, я уже хотел влезать, и такой думаю, блядь, Артем, ты сегодня так много везде влезал, давай-ка ты рот закроешь и дашь другим поиграть. Вот. И Рокс такая достает огнемет, я такой, блядь, какой огнемет? Она же сейчас начнет шмалять просто во все стороны. Огнетушитель, не огнемет, блядь. Огнетушитель, это другая вещь. А нет, у Рокси был Это не огнемет, так Doom. и было. Это не киберпанк. Просто из принцессы Огнетушитель, да. Бабгум превратилась просто в... Оговорочка, ребят, по Фрейду. Вот. А огнетушители, конечно же, я просто тоже уже устал немного. Вот, она достает огнетушитель, я понимаю, блядь, сейчас девчонка начнет шмалять, хоть бы пуля ни в кого не попала. Она реально начинает шмалять. Ну, вам повезло, что пуля ни в кого не попала. Вот. Вообще, персонажи мастера настолько потрясающе прописаны, что каждый из них у меня запал в душу, наверное. Бэт, ну, немного странная девчонка, которая решила себя порезать, но понятно, почему она решила себя порезать. Но ее взаимодействие мне очень понравилось, как она как персонаж. На Стив, всякий случай осуждаем подобного рода действия. Я Да. все ждала, когда вы скажете, назовете дело своими словами, и я дождалась. Мы максимальное уровень осуждаем. И осуждения. у нас есть возможность Да. это теперь проговорить вслух. Да. Вот. Обратитесь к своим родным, если вам необходима помощь. К родным или к психологу не замалчивайте свои проблемы, лучше высказаться, чем срываться подобным образом. Да. Не буду комментировать психологов. Доминго не любит психологов. Вот. Да, Бэт шикарный персонаж, очень понравилось взаимодействие с ней. Кэс, чуть крыс не сказал. Кэс тоже ее мотивация понятна. Стивену тут сложно не сочувствовать. Вот. Да, любовь, даже Оливер. В конце тоже заиграл какую-то внес. Вот, тоже прикольные взаимодействие между игроками. Это какой-то другой уровень игры, ребят. Я не знаю, как это писать другими словами. Ну, наверное, это просто, практика, что мы там сколько уже лет вместе играем. Но взаимодействие Сэма и Рокси, вау. Взаимодействие Элисон и Рокси, вау. Взаимодействие, меня с Сэмом просто потрясающий уровень. И я с Элисом тоже шикарно сыгрались в моменте. Взаимодействие персонажей мастера тоже... Оно ощущается, как будто идеально смазанный механизм какой-то рабочий. Вот. И где каждая шестереночка, каждый подходит. То есть, нет такого, что чем-то мы там затупиваем, спотыкаемся. Нет, все идет так, как оно должно идти. И к этому уровню взаимодействия между персонажами, я не знаю, это если синергия душ, какой-то резонанс нужно быть. Чтобы мы чисто на одной волне с вами резонировали. Вот.
Ну и мастер проводил огроменную работу. Во-первых, систему шикарно написал. Я когда увидел манипулятора, я такой, все. Я уже знаю, какой у меня будет персонаж. Пока я кур не читал правил. Простая система, то есть очень понятная. Весьма зависящая от рандома, потому что разница между 5 и 6 колоссальная на самом деле. Если так задуматься. Вот, если 4 это полный успех, то 5 это провал вообще-то, если что. По правилам. Только мастер определяет степень этого провала. И вот, и когда тебя выдают единицы, ты понимаешь, тебе только 6 поможет. И вот сколько нас распасали перебросы зрителей, которые нам давали. Спасибо. Да, спасибо всем, кто нас поддерживает. Так что система очень универсальная, и много всяких интересных историй можно рассказать. Музыка потрясающе подобрана, когда начинает играть этот рок, прям хочется танцевать под него, не знаю. А и что еще сказать? Мась, что смотришь? Целуй. Передаю тебе слово. Микрофон-то включи, мастер. Мастер, микрофон включи. Да не хочу я. Вот микрофон выключать. Забираю кружку поцелуйчиков, беру обратно свою, сказала, свой шестиугольник с кубиками. Вот. В чем вообще секрет Милстоуна? Он про то, что мы видим каждый день. Он про школу, которую мы пережили. Он про ребят, которых мы видели. Мы видели подобных людей. Он про все эти сериалы, которые мы видели. Он про то, что есть в нашем личном опыте и больше. Из-за чего ты больше относишь себя к тем персонажам, за которых играешь, потому что это не супергерои, это не фантастические существа, это не роботы, это подростки. Вот. И здесь ты больше чувствуешь и понимаешь, что тебе делать, потому что ты относишь себя, из-за чего ты себя больше относишь к этому персонажу. И здесь лучше играть через кого-то, кого ты прочувствуешь. Вот. Но да, насчет Милстоуна, где вообще можно найти демо правила игры? Пока что все, что мы играли сегодня, это демо. А в полной версии правил я уже, наверное, скажу. Главная фишечка этой системы будет в том, что создание персонажа будет похоже на создание персонажа в Sims 4. Вот. Что это значит, в чем суть, узнаете позже. Вот. И для мастера будет огромное количество таблиц для того, чтобы провести старшую школу в чем угодно. Хотите Хогвартс? Водите Хогвартс. Хотите Алфею из Винкс? Водите Алфею из Винкс. Хотите вести закрытую школу хоррора? Водите. Любая школа в любом сеттинге, любая академия, университет, все, что связано вот с подобной вот историей вот учеников, неважно чего, водить спокойно можно. Милстоун может быть любым, это может быть чем угодно. У нас старшая школа Милстоун, это был сериал такой более про учеников, более такой драйвовый. У нас это может быть хоррор, это может быть фэнтези, это может быть фантастика, это может быть Академия джедаев, да что угодно, любая академия вообще, которую вы хотите вести, водите. Вот, система более чем приветствует к этому. В чем суть-то бросков подобная? Броски дают вам шанс, это всегда вероятность. Это вероятность как проебаться, так же и вероятность преуспеть. Вот, и просто большее количество показателей повышает вероятности и того, что честно. Потому что ученики, они не идеальны ни в чем, они не профессионалы. Вот, у них просто за счет каких-то навыков и опыта у них вероятность обосраться больше, потому что ответственности больше за то, что они делают. Но в то же время больше шансов преуспеть. Вот как у ребят было, они не перекидывали единицы только так вообще. Вот, что было здорово, да. И каждый бросок кубика ощущается волнительно. Потому что, когда ты бросаешь кубик, тебе падает 3, ты думаешь, блять, ну, не 1, ладно, но и не 6, нужно 6. И кидаешь с этой надеждой на 6, и тебе падает 5, блять. Вот бы 6. И каждый бросок этого кубика ощущается волнительно, и ты переживаешь, ты хочешь больше.
Вот, а потом, когда падает и единичка, ты бояться начинаешь, такой думаешь, блядь, теперь только шестерку, падает шестерка, сука. Вот, и я хотел, чтобы вот именно каждый бросок куба ощущался как вот эмоции. Вот, и мне кажется, здесь Прости, это быстро. хорошо получается. Мгм. Шестерку ты тоже боишься. Вот, например, вот у меня сегодня была ситуация, когда у меня 2 или 3 переброса, и у меня первая выпадает шестерка. Я такая, блин, сейчас единицы, и у меня эта шестерка И сгорает. ты тут же. держишься за все. У тебя в броске это эмоции. Это не так, то, что ты кинул, забыл. Вот. А ты, блин, и чем больше, тем тебе нужно больше перекидывать. А ты обязан перекидывать. В этом суть. Ты должен перекидывать. У тебя это не опция. Вот. Опция перекидывания дается за счет архетипов, которых, по-моему, кстати, 36. Вот, 36 архетипов. То есть вы можете отыграть кого угодно вообще. Вот ребята взяли 4 архетипа, из 36 мы показали только 4. 32 вас еще ждут. Вот. Где можно найти правила? Демо-правила можно найти на нашем Патреоне и на И нашем Бусти. Бусти. И на бусте. Да, они уже лежат там, они вас ждут. Они вас ожидают. Хотите поиграть в Милстоун, хотите взять демо, правила, переделать их под что-то свое, учитывая то, что это краткие правила, берите. А мне кажется, то, что подобная система броска кубика, она крутая. Вот. Это что-то новенькое. Это новое ощущение от того, как кидаются кубы. Это новое ощущение от того, как ты ожидаешь результатов. Вот. Именно сама механика броска кубика. Вот. Многое дорабатываться будет. Для мастера будет огромное количество инструментов, опять же, в виде рандомайзеров, в виде нерандомайзеров. Будут прописаны более подробные механики, будет прописана механика карманов. Что это такое? Это инвентарь, да. Только то, что можно взять с собой в карманы. Максимально полезные вещи, которые могут пригодиться. Зажигалочки, прочие вещи. Будет и подобная механика реализована. Вот, много всего будет. Про игру. Я кайфанул. Я последний раз водил Милстоун 4 года назад. Последний раз я водил Милстоун. Это было мое творение сюжета еще на Фейте, на ускоренном Фейте. Вот, я водил его, безумно любил эту историю. Вообще, водил сразу две пачки разные. Вот это и там и потрясающе закончили историю. Безумно интересно было. Вот, и я рад то, что Милстоун стал таким обособленным. Вообще, мне кажется, даже у нас это на канале даже какой-то обособленный жанр, что ли. Вот, именно Милстоун, он так отдельно стоит прям таким вот кинищем. Вот это прям было кино. Вот я бы его глянул вообще с огромным кайфом. Аниме, я представляю себе аниме. Вот сейчас играет песня, я представляю это как аниме-опенинг. И наш персонаж... Аниме, да. Да. Опенинг аниме. Что я вам скажу? Милстоун обязательно вернется. Либо он вернется на канале, либо он вернется в Дискорде. Вот, но Милстоун вернется. Он обязательно вернется. Вот. Тизер? Возможно, тизер, да. Да, возможно, тизер. Но я очень рассчитываю на то, что Милстоун вернется, потому что, по крайней мере, мы кайфанули хорошо. Вот. Это была прям такая игра для нас. Вот такая, где мы посидели, просто, не знаю, я люблю Милстоун, я люблю этот жанр и вообще люблю это все. Вот. Это последняя игра сезона. Я так скучать по всем буду. Это 2 месяца, но это все равно, не знаю, это... Я уже так привык мордочки видеть вообще. Вообще хочу спасибо сказать. Вот, возможно, тех ребят нету. Здесь есть Наташа, есть Катя, Тёма, те вот, кто, по крайней мере, я много отвел в этом сезоне вообще. Водили вот очень много. Сережа и я, мы прям так вот водили. Вот, и Город Тумана провели мы, и вообще столько всего крутых вещей запустили. Резидент, как вообще Резик у нас залетел.
Вообще, как у нас киберпанк взлетел вообще. Просто пушка за Да. пушкой, пушка за пушкой, пушка за пушкой. И Наташа поводила Хогвартс. И вообще там у Подсказки нас... летят, вот там вообще- сверху сейчас, пока Родя говорит, там подсказки такие, вау, вот это Да, смотри, да, вот там это, будут вау». подсказки. Вообще, пока нас не будет, заходите, смотрите, что мы вообще отыграли. Я вообще хочу сказать спасибо вообще всем, кто вот играл вот Тёме. Тёма у меня на всех играл, кроме первого резика. Тёма, нет, Тёма в этом сезоне у меня играл во всех играх, которые я вел. Во всех. В резике играл, в городе Тумана играл. Что я еще вел? Милстоун я не играл. помню, Кажется, я что тоже у тебя во всех Милстоун. играх попала. Наташа. Да, Наташа тоже у меня во всех играх была. Кажется, да, вот во все Да, играх тебе да, я попала. Наташу и Тему взял и сказал, моя в этом не моя. Вот, да. Если вы думаете, то, что в нашем новом сезоне в будущем вы от меня отдохнете, нет. Нет. Я приду сюрпризом. Я приду в том, в чем, наверное, вы меня не ожидаете. Хотя, наверное, ожидаете увидеть. Вот, наверное, в том, в чем вы меня больше всего ожидаете увидеть, да. Вот, наверное, в этом. Это что, тизер? Да. Небольшой тизер. Мы не будем говорить. Некоторые уже знают, Но- о чем идет речь. Вот. Но да, вдруг нет. но говорить мы не будем. Я вернусь. И вернется кое-что То, что мы любим. из этого сезона, что мы любим. То, что мы любим. Да. Что мы любим. Вот мы это любим. Вернется «Властелин колец». 100% доигрываем сезон, друзья. Буду всех рада Да. видеть на нашей игре. Да, Собственно говоря, гарантированно. в том числе Артем играет у меня и Наташа. Поэтому этот дуэт не разбить ничем. Понимаете? Ну и Да. мы завершать будем Да. потихонечку, очень не хочется расходиться. Я вспомнила о том, что мы не сделали, что касаемо наших донатов на сегодня. Мы не поблагодарили наших легенд, наших Бустеров, коакционеров, да. тех, кто Ква- поддерживает нас на Вакционеров. Бусти и Patreon. Роди, ты скажешь, кто? У Или меня подсказать? списков нету. Подскажи, пожалуйста. Они все тут. Ну, Балхорн, понятное дело. Рушан Алимов. Рушан Никита Алимов, Пруцкой. конечно же, куда же. Никита Пруцкой, Глеб конечно МП3. же. И Глеб МП3. Квартет квакционеров просто лучших. Квартет квакционеров. Вообще. Квартет Любим вас очень коакционеров. Спасибо вам огромное. Присоединяйтесь к нашим Да, спасибо коакционерам. большое. Все ссылочки в описании. Потому что эта четверка уже, наверное, читает правила Милстоуна, смотрит и думает, вау, ничего себе. Вот, потому что у них есть доступ. Приходи, поддерживай нас, забирай доступы. Потому что это первая наработка, которая вышла. Думаю, то, что Да. у нас будут еще наработки, и еще будут выходить вещи. Вот, эксклюзивы, как минимум... Я не буду ничего говорить. Вот, у меня есть несколько наработочек того, что я хочу залить нашим коакционерам прикольненького. Опа. Вот, точно. Пока у нас перерыв, все равно Да. будут выходить контенты на Boosty и Patreon, поэтому подписывайтесь. Конечно, конечно, конечно. Вот. Все. Я не хочу заканчивать, но придется. Заканчивать уже поздно. Во-первых, спасибо всем большое. Подписывайтесь на нас. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Смотрите все наши игры. Ждите нас. Потому что мы вернемся тем же составом, с теми же играми, с тем же оформлением, если не лучше. Вот, вернемся вообще свежими, заряженными, готовыми вводить. Ух, блять. Вот. А вы, кстати, пишите в комментариях, правда, на самом деле серьезно, что бы вы хотели увидеть в новом сезоне. Пишите, напишите, и мы это проведем. Если будет много лайков, почему нет вообще? Если вашу идею поддержат, да ради бога. Вот. А нам же легче, если честно. Вот. Поэтому пишите, что вы хотите, чтобы мы поводили. Повторюсь, подписывайтесь, ставьте лайки, просматривайте все, что у нас есть. Смотрите наши соцсети, смотрите наши шортсы. Переходите на проекты наших других ребят, которые являются частью Нораверса. Их там целая куча. Переходите в Топлинк, смотрите все. Участвуйте в джеме, который у нас будет в будущем. Вообще, смотрите все. Участвуйте в нашей жизни. И самое главное, ну, обязательно это передать Тёме, который играл у меня на всех сессиях этого сезона. Тёмочка. Помните,
что все потерянные дайсы попадают к нам в клуб. Пока-пока, до осени. Как только упадет первый лист с дерева, мы вернемся к вам. Не Убийственное переключайтесь, строение ждите с теми, нас. кто выжил. В Дайстрее ждем, да.